Всех снова приветствую, кто есть сейчас на стриме и кто в записи будет когда-то смотреть этот стрим. Мы снова продолжаем Ведьмак, уже третий стрим подряд. Потому что ностальгия прет и не останавливается, и мы также прем и не останавливаемся, и дальше идем перепроходить перепроходить нашего Ведьмачка самого первого сегодня опять. Потому что хочется, потому что можется. Так, секундочку. Традиционные еще парочка мгновений, чтобы удостовериться, все ли нормально, все ли пошло, все ли окей. Да, все шикарно. Поехали. На прошлом стриме мы, как и планировалось, прошли за один стрим всю первую главу. Сегодня в планах, надеюсь, тоже получится пройти всю вторую главу, но это уже не точно, конечно, потому что вроде как эта глава уже побольше будет, чем прошлая, и тут я уже не уверен, успеем ли мы. Конкретно мы закончили на том, что мы в канализацию попали, и да, я понимаю, это такое себе начало стрима, начинать с канализации, но что уж поделать. Как уж есть. Что ты за существо? И тебе тоже привет. Именно. Белые волосы, вертикальные зрачки. Очевидные признаки мутаций. Прости, но я не хотел бы раздеваться и предпочел бы избежать демонстрации своих анатомических особенностей. Прости меня, незнакомец. Я не хотел тебя оскорбить. Я никогда раньше не видел таких, как ты. Я Зигфрид, рыцарь Ордена Пылающей Розы. Я Геральт, ведьмак, как ты уже заметил. Рад знакомству. Я слышал много похвал в адрес боевых умений ведьмаков. Если ты не против, я бы прекратил болтовню. У меня есть здесь работа, и я хочу сделать ее быстро. Ты охотишься на Кокатрикса? Я здесь по той же причине. Давай поговорим. Да, Геральт? Да, самое время поговорить. Ты пришел за Кокатриксом. Думаешь, сможешь убить его? Священное пламя осветит мой путь. Что подтолкнуло рыцаря Пылающей Розы спуститься в канализацию за чудовищем? Эта тварь угрожает городу и потому должна быть уничтожена. Орден уже давно сражается с чудовищами и довольно успешно, я бы сказал. Делаете работу ведьмаков? Честно говоря, вы, ведьмаки, реликт. Сколько вас осталось? Пара, дюжина? Вы нам не конкуренты. К тому же Орден не взимает платы за то, что защищает людей от опасности. Я так полагаю, что феи скинулись на ваши сверкающие доспехи и укрепленные замки. У меня нет желания спорить. Мы оба здесь. Нет смысла ждать своей очереди, особенно если учесть, что утопцы тоже здесь. Давай объединим силы. Я жажду увидеть твои боевые навыки в действии, и уверяю тебя, меч ношу не для красоты. Договорились. Идем. Веди, ведьмак. Ну давай. Ой, у нас уже прям внезапно из-под ног гости вылезли. Серебряный меч у Ведьмака. Да, под конец стрима мы еще его заполучили наконец-то. Поехали. Ну не надо меня окружать. Лутецкий. Зеленая плесень, ну да, конечно. Не зря же я на прошлом стриме там потратил кучу бабла на какую-то книжку, чтобы получить рецепт. Или не рецепт, а что-то там, какую-то информацию. И только ради одной этой зеленой плесени, блин. Идем сюда. Так, это в тему. Что ты там делаешь? Что ты танцуешь? Бафнулись на 5 часиков, нормально. Камон.
Шикарно. Кто зеленую плесень не собирал, тот жизни не нюхал. Ой, святые слова, святые слова. Привет, кстати. Как ваше ничего сегодня? Все ли опять-таки хорошо? Выспались, надеюсь, уже наконец-то? Или опять нет? Вижу мешок. Если шок гостей. Всегда верны пылающей розе. Нормально. Выспалась? О, господи, этот момент настал, неужели? И кофе новый сварила. Вкусненький. Блин. Почему я с собой кофе я тоже не захватил? Труп рыцаря. И ни черта не видно. Зигфрид, он не хочет вперед меня идти, чтобы освещать мне путь. Письмо рыцарю, ключ. Места канализации. Интересно, откуда этот ключ? Не отсюда. А вот и он. Давай, давай. На, ваншот. Вот это было красиво. Прямо как зверя. Ваншотнули. Кокатрикс мертв. Теперь давай выйдем на поверхность. Не думаю, что я могу вернуться тем же путем, которым пришел. Идем, я провожу тебя к выходу. Ладно, хотя вся эта мерзость сильно пахнет. Введи. Сначала добыча. Перо. Голова. Это мы отдадим. И сефирот. Ты куда? Нам не в эту сторону. Я еще тут не хотел полутаться. Ладно, я тебя догоню. Главное, далеко не уходи. Чтобы подхилиться. Десять минут. Еще один факел. Зеленая плесень. Деньги, деньги. Факел. А вот и он. А я тебя опередил, а я тебя обошел. Ха-ха-ха. Может мне еще туда сходить? Гонять вот сюда. Тут мы были. Ты же меня подождешь, я надеюсь? Я даже сохранюсь. То когда я в следующий раз сюда вернусь, я даже не помню. Может скоро, может нет. Вот тут я был, раз уж зеленой плесени. Нет, вот сюда я не ходил. Привет, бочка. Привет, деньги. Бум. Привет, костюр. Еще одно место силы, решетка. Тоже закрыт. Тоже закрыт. Вау. Сюрприз, сюрприз. Тоже закрыто. Ну и ладно. Тогда возвращаемся к Зигфриду. Насчет Зигфрида, кстати, тоже вспомнил, что о нем, продолжая наш тот самый список персонажей, о которых вспоминали даже в третьей части. Вот я вспомнил, что о Зигфриде тоже там в один момент
Буквально на одну фразу вспомнили о нем и все. Ну, хоть что-то. Дверь у меня за спиной ведет в город. Здесь наши пути расходятся, но... В чем дело? Странно, я слышу шаги. Мало кто решится бродить здесь. Это беловолосый ублюдок. Босс был прав, как всегда. Убейте Мисли. и рыцаря тоже, Рози! Сжечь! Нормально. Твои друзья? Можно и так сказать. Бандиты со знаком Саламандры беспокоят меня уже какое-то время. Любопытно. Кто мог знать, что ты будешь в канализации? Кто мог послать этих бандитов? Только капитан стражи, который арестовал меня, один надзиратель в тюрьме и другие заключенные. Я убил Кокатрикса в обмен на свободу. Думаю, если ты будешь искать предводителей этих бандитов, то у тебя получится целый список подозреваемых. Знаешь что? У меня в Изиме есть знакомый детектив. Пойди к нему и расскажи свое дело. Неплохая мысль. Может, профессионал и сможет помочь. А куда ты направляешься? У меня есть дела в обители Ордена. Потом я отправлюсь на охоту на тварей, поскольку мир все еще полон чудовищ. Ты отлично справился, Зигфрид. Рад нашему знакомству. Убить чудовище было легко, ведь на моей стороне сражался ведьмак. Давай выбираться отсюда. Вот ключ от прохода, который ведет в город. Несколько дней назад я запер дверь, чтобы Кокатрикс не сбежал. Спасибо. Я бы предпочел не возвращаться тем путем, которым пришел сюда. Мы можем снова встретиться, если ты еще когда-нибудь спустишься в канализацию. Иногда я сам прихожу сюда, в поисках чудовищ. Твоя священная миссия защиты рода человеческого. Ой, как резко Это громко излишний стало. сарказм. Мы на одной стороне, ведьмак. Когда-нибудь ты это поймешь. Увидимся, Зигфрид, и спасибо тебе. Благодарю тебя. Мы еще встретимся. Если я тебе понадоблюсь, я буду в обители Ордена в Изиме. Давай пока. Новый уровень. Так, естественно, тоже закрыто. Естественно, да. Тогда идем на выход. В город, наконец-то, из этих канализаций. Храмовый квартал. Храмовый квартал Визимы. Неплохая перемена по сравнению с канализацией. База Саламандры должна быть где-то здесь. Свежий воздух. Частный детектив, о котором упоминал Зигфрид. Неплохо. Он может быть полезен. Надо же с чего-то начинать поиски. Я умираю, я знаю. Да, полезная информация. Спасибо, бабуля. Только выбраться из канализации, тут тебе сразу в лицо. Я умираю. Кто там в темноте? Дайте мне спокойно. Там, за углом, там кто-то есть. Зигфрид, не хочешь еще побазарить? Геральт, рад тебя видеть. Куда направляешься? На дамбу. Проход нет. Капитан велел никого не пускать. Почему? Приказ капитана, поговори с ним. Господа, разве так обращаются с героями? Это же Геральт, ведьмак, спасший Изиму от ужасного Кокатрикса. Только что. Герой? Ну это другое дело. О, Считайте, что он один из нас. Ну, в таком случае проходите, милздарь Геральт. Сегодня в таверне мы выпьем за ваше здоровье. Благодарю, Зигфрид. нормально. В каналах меня ждал сюрприз. Рыцарь пылающей розы. С головы до пят погруженный в вонючее месиво. Я из принципа работаю один, но не мог упустить случай увидеть рыцаря Ордена в деле. Должен признать, что для человека у него получилось неплохо.
Кроме того, он выразил благодарность. Это, конечно, да, спасибо, но еще рано мне на дамбу, как бы, я просто хотел поговорить. Ну, бывай, ладно. Еще встретимся. Я, кстати, удивилась, когда на меня в городе ночью напал чудовище. Удивительно, да, понимаю. Особенно, когда впервые это все видишь. Ой, страшно. Я помню это место, нам сюда еще рано. Попозже по квесту сюда придем. Уже читали эту книгу. А эту еще не читали. Путеводитель по Визиме. Винила. Проклятый старый дом, он самый. Я уже услышал краем уха там чавканье вот эти все из подвала доносящиеся. Так, подъем. Ну-ну, и кто у нас тут? Ну-ну. Я Геральт из Ривии. Воин, равных которому нет. Легенды опережают тебя. Чем я могу помочь? Мне нужна информация. Я пришел по правильному адресу. Хороший вопрос. Раньше я работал на адвокатов, Кадрингера и Фенна. Доволен? Эти имена мне ничего не говорят, но будем считать это за рекомендацию. Ты профессионал. Ты должен понимать, что у информации есть своя цена. Я заплачу. Внимательно тебя слушаю, Белый Волк. Я привык, что мне обычно платят, а не я кому-то за информацию. И, в принципе, за работу. Меня интересуют люди со значками в виде саламандры. Да, я знаю кое-что про этих ребят. Но прежде чем я продолжу, мне хотелось бы знать, почему тебя интересует это дело. Азар Евет. Тебе это имя что-нибудь говорит? Я его уже слышал. А почему ты ищешь Еведа? Скажем так, у моего башмака запланировано свидание с его задницей. Круто, сказал Обычно я Геральт. продаю информацию, но тебе я расскажу кое-что Прямолинейно, бесплатно. как всегда. Я уже некоторое время работаю над делом Саламандр. У меня есть кое-какая информация. Личное дело или тебя кто-то нанял? Я рискну и поверю тебе. Когда-то в Изиме жила счастливая пара. Они были заурядными, как рыба в пруду. А еще у них был сын, 10 лет от роду. Однажды отец вернулся домой, но в этот раз любимая собака не встречала его на пороге. Из кухни не доносились ароматы, и не слышно было голоса его сына. Но он ничего не заподозрил, пока не нашел в прихожей свою собаку, которой выстрелили в голову стрелой из тяжелого арбалета. Он не сразу понял, что это его собака, но потом он нашел свою жену, которую копьем пришпилили к двери кухни. Он обыскал дом в поисках сына, но не нашел ничего. Преступники не оставили следов. Короче говоря, Винсенту Мейсу пришлось закрыть дело. Свидетелей нет, улик нет. Однако есть одна зацепочка. Полгода спустя в мусоре нашли труп монстра. Глаза у него были как открытые раны. Грубая, неровная белая кожа, неестественно мускулистое тело. Все уже забыли про убийство и исчезновение. Почти все. Дело в том, что у пропавшего мальчика была особая примета — 6 пальцев на ноге. Об этом знали только родители. У мертвого монстра тоже было 6 пальцев на ноге. С тех пор отец посвятил всю свою жизнь тому, чтобы найти тех, кто уничтожил его семью. Надеюсь, он их найдет. Но вернемся в настоящее. Вот что мне удалось узнать. Возглавляет их Интересная Азар Явет, история. зериканский колдун.
Тем не менее. Он очень опасный противник, мне никак до него не добраться. У него связи и ресурсы, позволяющие влиять на ситуацию в городе. Знаю я про его способности. Еще что-нибудь? Я думаю, они планируют какую-то масштабную операцию, возможно, политическую. Золото им нужно лишь для того, чтобы смазывать колеса. Они проводят генетические эксперименты, опасные. У обычных головорезов нет необходимых знаний и средств для этого. Кто работает на Еведа? Есть мысли? Капитан стражи. Человек, который закрыл расследование и пропадает где-то целыми ночами. Может быть, тебе удастся вытащить из него информацию? Это все? Городская стража задержала человека, у которого есть важная информация. Стражники? Где? В тюрьме? Что-то громко. Да, это наш шанс. Найди способ допросить этого пленника. А пока что узнай у стражников все, что сможешь. Нет проблем. Люди очень любят изливать мне душу. Ха, эта информация может оказаться бесценной. Удачи! Ты знаешь что-нибудь про пленного Саламандру? Возможно, один из лидеров, но в этом городе стражники ловят мелюзгу. Крупная рыба не попадает в их сети. Точно мы будем знать, когда ты его допросишь. Посмотрим. Еще одно. Кажется, за тобой следят. Что предлагаешь? Пережди какое-то время здесь. Пусть понервничают. Удиви того, кто хочет удивить тебя. Я уйду в полночь. Так уже где-то ночь на дворе. А ведьмак не спешит. Должно быть, ушел через другой ход. Что ж, неважно. Полагаю, западня расставлена. Конечно. Займись Прям за делами в углом купеческом стоят такие, да? квартале. Делом займется наш лучший агент. Спокойствие, спокойствие. Слишком рано. Не прикасайся ко Не мне. трогайте деда. Убили деда. Эх вы. Опять чуть не убили. Ничего не видно из-за этого дождя. Так. Это еще не все. Блин, не, они меня сейчас убьют. Надо подхилиться чуть-чуть хотя бы. Колет в груди. Ничего не видно из-за этого дождя. По одному, по одному. Эй! Не надо мне тут. Сдохни, ублюдок! Надо срочно идти забирать наш стальной меч.
вывеска. Так, я с этим договорил или не договорил до конца? Внимательно тебя слушаю, Белый Волк. Угу. И что мне надо было сделать с этим расследованием? Поговорить с Винсентом Мейсом, капитаном стражи, и задать вопросы Мейсом. свидетелю. А ты не можешь поговорить с капитаном? Он не станет со мной говорить. Он считает меня конкурентом. В городе не особо жалуют частных детективов. Я проверю, что к чему. Да, Да, элементарно, Внимательно Ватсон. И что? поговор... Я Да. справлюсь. Конечно, справлюсь. Блин, там еще что-то осталось. Переночевать, кстати, можно. Это мы и сделаем. Тоже. Расскажи мне, как это быть частным детективом? Грязная работа в городе, где и так полно грязи и заговоров. Большую часть времени я шпионю за купцами и богачами, которые изменяют своим женам. Ты не представляешь, на что способны с виду обычные люди. И не буду представлять. Недавно я следил за Морданом, капитаном стражи Фольтеста, таким крутым мужиком. Слышал о нем? Нет. Я застукал его на конюшне с 2 молоденькими пажами. Ты не поверишь. Хватит с меня. Внимательно тебя слушаю. Я не поверю. Так, надо бы до утра. А то зачем мы до полуночи тут сидели, если можно было до утра. Так, а что я хотел качать? Мечи, наверное. Или выносливость. Давайте это. Иммунитет к ядам, действие алкоголя. Линии энергии. Разовдение. Ладно. Ласточки я не могу наделать. Эх, вы. Надо срочно в тюрьму вернуться, забрать наши вещи. Погнали. Бровяка так и осталась тут. Милсталь, возьми меня в оруженосцы. Не, Здравствуйте, добрый господин. Приветствую. Кто ты? Чищу обувь. К вашим услугам. Если нужно стереть эту гадость с сапог, всего 2 арена. о, Золтан идет, нормально. В первый раз в Изиме. Можно сказать и так. Расскажи мне про город. У нас тут есть серьезные проблемы. Из-за чумы ввели карантин. Леса и болота кишат белками, которые сражаются с Орденом. Монстры плодятся сотнями. А мы, в свою очередь, боремся с обыкновенными и не слишком обыкновенными бандитами. В общем, как пел один бард, «Вы зима, как горящий бордель!» Ё-моё, сколько вопросов. Меня интересуют необычные бандиты. Есть одна странность. Они ведут себя как спецназ, хотя с тимирианской разведкой они не связаны. Действуют они жестоко, но эффективно. Работают, как правило, по ночам. Зачем они здесь, непонятно. Угу. Расскажи мне про чуму.
Чума заставила короля ввести карантин, который для купцов даже хуже, чем чума. Старый в Изиме закрыли и тщательно охраняют. К несчастью, в нашем районе люди все равно болеют. Их отвозят в лечебницу Лебеды. Расскажи побольше про белок и орден. Скаятаэли ведут партизанскую войну в лесах за городом. Орден Пылающей Розы заменил войска особого назначения, хотя, я думаю, рыцари менее эффективны. Что еще хуже, ненависть к нелюдям с каждым днем все сильнее. Не надо быть прорицателем, чтобы понять, что скоро что-то случится. Что-то очень плохое. Я ведьмак, и мне нужна работа. И работу ты себе найдешь без проблем. Спроси у купцов. Еще я слышал, на кладбище что-то не так. А в канализации, судя по всему, ты уже был. Что здесь стоит посмотреть? У нас есть купцы, алхимик, большая лечебница. Все, что душе угодно. Говоришь, ты не как чистильщик. У каждого есть скелет в шкафу. Моя история вряд ли тебе будет интересна. Давай перейдем к твоим башмакам. Я и без того достаточно тебе наскучил. Ну ладно. Много прохожих. Золтан, стоять. Ба, кого я вижу? Кого я вижу? Золтан. Филай собственной бородатой персоной. Рад тебя видеть. Тебе таки удалось пробраться в город, Геральт. Отлично. В Изиме всегда полно работы для ведьмака. А ты, Золтан, как ты сюда попал? Мерзкие нелюди всегда найдут способ пробраться в дома людей, нарушить их покой, насыпать песку в жернова на мельницах и в шестерни на фабриках. Хватит язвить. Послушай, Золтан, я хотел кое о чем поговорить с тобой. Говори, что у тебя на уме? А ведь ведьмаки спокойно могли сами создавать себе работу, создавая проклятия всякие, чудовищ. Мне кажется, будет это правда, кто-то этим бы промышлял. Ну, наверняка какие-нибудь там мерзотники. Там в третьей части вроде же были там какие-то... Не прям, которые промышляли этим, но которые не против были чего-то подобного, чтобы... Ведьмаки, имею в виду, какие-то там встречались. Или ведьмак один конкретно какой-то, который не против были того, чтобы побольше всякой нечисти наоборот появлялось. Это все-таки работа их, как он говорил. Ну как у тебя дела? А ты никогда Это не не думал о точно. том, чтобы жениться, Геральт? Понимаешь, Золтан, моя профессия вряд ли может способствовать счастливой семейной жизни. Там Бесплодие, преподобный ходит на постоянный фоне. риск, отсутствие дома. Мало какая женщина согласится на такую жизнь. А вот меня, видишь ли, одолевают сомнения. Продолжай. Не знаю уж. Мы с ней давно не виделись, и я начинаю уже ревновать. Всем ведь известно, насколько привлекательна краснолюд. Понимаю, Золтан. Предлагаю напиться. А если это не поможет... Ну, Ты конечно. что, смеешься надо мной? Как я смею? Хорошо. Потому что ничего смешного здесь нет. Я выиграл уже несколько партий. Поздравляю с потерей невинности. Теперь ты можешь играть в настоящую игру. Где мне найти этих Какая знаменитых честь. вызимских игроков? Там же, где и прочие незаконные развлечения. В окрестностях Кудлатого Мишки. А это интересно. Не удивляйся, если кто-то откажется с тобой играть. Важные персоны играют только с профессионалами. А как можно стать профессионалом? Выиграй 4 профессиональных игры, и тебя с радостью примут за каждым столом. Мне надо выиграть у 4 профессионалов. Пустяки. Пустяки. Привет, незнакомец. Приветствую.
Я Привет. слыхала, что в Ривии правит могучая и сильная королева. Мэва, Она была да. красивая, но ее ранили во время войны. Про нее даже Теперь игра у неё есть, все лицо в шрамах, и не хватает половины зубов. которую я когда-то, много может, знаешь. перепройду для канала. Современная женщина должна знать многое про мир, в котором живет. Это точно. Кровная Что вражда бы ты хотел называется. узнать, незнакомец? Если напиться не поможет, всегда есть православный мужской секас. Кстати, насчет секаса, сейчас, наверное, что-то может тут и выгорит. Очередная карточка, например, может быть, или нет. Ты не слышала о том, что в городе появился ведьмак? Да, говорят, что это сам Белый Волк, известный соблазнитель и поклонник чародеек. Так. Но, насколько я знаю, он одинаково мил с женщинами вне зависимости от магических способностей. Если бы ты был покрасивее, я бы могла вас спутать. Тяжело соответствовать требованиям легенды. Что ты имеешь в виду? Я ведьмак Геральт из Ривии. Они мне не поверят. Сделай мне подарок, чтобы я могла его показать подружкам. Блин, у меня... У меня вроде есть что-то с собой или нет? Но платья точно нет, вот насчет камня не уверен. Может, кольцо какое-то там было. Другой раз. Драгоценный камень? Отличная мысль. Да, есть. С печатью вечного огня. Не знаю, сойдет ли ей такое. Спрячь это. Ну ладно. Проканала. Ну тогда я иду в тюрьму и заберу там свои вещички и вернусь к ней снова. Идем сразу туда, а то сейчас по пути еще миллион разговоров будет и опять на что-то отвлечемся. Бежит, смотрите. слежу. Это я за тобой слежу. То есть сейчас опять кому-то что-то понадобится, какой-то предмет, а у нас его нет. На волков, на эхинопсов, на альгулей, на собак. На собак, серьезно? На плавунов. Вот мы здесь. Где мои вещи? Король тебя, конечно, отпустил, но соблюдать карантин тебе все равно придется. Что ты хочешь этим сказать? Тебе нельзя выходить из храмового квартала. Ты это серьезно? Хочешь убедиться? С вас, ведьмаков, нельзя спускать глаз. А я не так давно слышал что-то про равенство и братство. Наверное, придется переучиваться. Да, ведьмак. Да, ведьмак. Надо было ей дорожку физтеха проложить. Осуждаем. В любом случае у нас еще его пока что вроде нет. Он даже с рогов нам пока не выпадает. Это попозже, наверное. В твои будет. задачи входит борьба с чудовищами. Да, но я Или бы не было, я стал уже не тратить помню. на это своих людей. Я заплачу даже если было, то каждому, оно у кто нас там в убьет сундуке в тюрьме. чудище. Приноси подтверждение, старых и вещей. все. За каких монстров больше всего платят? У меня в бюджете есть деньги на награду за кокатрикса в каналах и за хищные бюджете? растения, убивающие людей на болотах. У тебя есть Я свой могу доказать, бюджет. что убил Кокатрикса. Впечатляет. Впечатляет. Награда за него составляет 400 аренов. Давай, Ты мои заслужил. бабоси. Бабоси. Говорят, у тебя есть пленник из Саламандр. Может быть и есть. А тебе какое дело, ведьмак? Я бы хотел... Информации ты не получишь. Не смей подходить ко мне и к моим людям. Что? Можешь рассказать мне, как продвигается расследование по делу Саламандр? Терпение, ведьмак. Сегодня вечером ты все узнаешь. Я могу чем-то помочь? Держись подальше от склада в трущобах. Дело щекотливое, и твой меч там ни к чему. Пока еще. Склад? Ты ведь не отправишься туда в одиночку. Это секретная операция. Как я туда должен отправиться? Со штурмовым отрядом, закованным в латы? И гарниста вперед пустить? Успокойся. Я ведь в этом деле не новичок. У меня всегда припрятана пара трюков на всякий случай. Не сомневаюсь. Что ты хочешь сказать? Неважно. Отдохни сегодня, насладись своей свободой, а завтра я, может быть, подам тебе на блюдечке яйца Еведа.
Так я тебе и поверил. Какое твое дело, дружочек? Видимо, Геральт никого не убивал. Вообще-то. Прощай. Где мои вещи? Вещи? Так-так, ты убил Кокатрикса. Именем короля Фольтеста я объявляю тебе помилование. Наконец-то закончится этот маразм. Забирай свои вещи, пока я их не продал. И не забудь о награде за голову Кокатрикса. Винсент целыми днями ждет такие трофеи. Тишина. Наконец-то я смогу отдохнуть. Давай, ведьмак, забирай свои манатки, а я пока посмотрю, что мы тут конфисковали. Очень неплохой товар. Ладно. Что это? Местная перцовка. Вот это мой лут, это мои вещи. Все мое. Так, какого фига меч не вон тут, а вон тут? Мои ингредиенты, мои бумажки, мои брюлики и всякое прочее лабуда. Миллион квестов, естественно. Белый мед, юнок. Еще новое что-то. Ингредиент. Так, понятно, понятно. Ничего нового. Так, 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 вот так, вот так и вот так. Вообще. Вообще. Черт, забористая штука. Какая штука? Не твое дело. Я просто... Ну ты, конечно, да. Я тебя всецело осуждаю. Почему профессора освободили из тюрьмы? Саламандру-то? У него могущественные друзья. Пусть это будет для тебя предупреждением, ведьмак. Не доставай тех, у кого больше власти, чем у тебя. Ты считаешь, мне стоит походить на городских стражников и выпускать преступников каждый раз, когда какой-нибудь влиятельный придурок достанет кошелек из кармана? Замолчи. Ты все еще под наблюдением. Кроме того, это было совершенно законно. Кто-то внес за него залог. И кто же этот неизвестный благодетель? Не знаю. Деньги перевели из Краснолюдского банка Вивальди. Проследить невозможно. Хватит. У меня и так могут быть серьезные неприятности из-за этих разговоров. У меня есть пара вопросов. Спрашивай. Много вопросов. А ты знаешь что-нибудь о Саламандре, которого поймали? Даже если бы и знал, зачем мне говорить об этом тебе? Капитан с меня голову снимет. Может быть, мне удастся тебя убедить? Может, порошок поможет? Стиральный, надеюсь. У меня есть пара вопросов. Да. Видимо, Фольтеста окончательно достали Саламандры, если он объявил награду за голову профессора. Это не королевское золото. Частный взнос. Интересно. А еще платят за значки Саламандр, которые снимают с трупов этих бандитов. И кто же этот загадочный Их есть у меня. филантроп? Я не могу тебе сказать, кто платит за значки Саламандр. Но знаешь, его человек проводит вечера в таверне. Я проверю. Угу. У меня есть пара... Спрашивай. У меня был сверток, он пропал. Ведьмак, радуйся, что за этот сверток ты второй срок не получил. Мы его конфисковали, и на твоем месте я бы не стал говорить об этом капитану. Ах ты какой? Воры. Проклятый вор? Ну да, воры, конечно. Вообще, вот я об этом и говорю. Пресвятые еноты, я что, успела? Пресвятые оливки, оливка. Ты успела? Действительно. Прям в самом начале почти что.
Конкретно сколько? Полчасика всего лишь прошло. Ну, всего лишь. Можно сказать, самое начало, да. Привет и тебе. Ты сегодня как? Только привет? Как обычно? Или вдруг надолго? Сегодня долгожданный, может быть даже долгий вечерний стрим. Ты простужен? Может быть. Ты ничего не знаешь о жизни. Я знаю достаточно. Физштех можно употреблять разными способами. Говорят, лучший — это отвернуть кожу. Где? Там, где можно отвернуть кожу. Именно там, Юс. Кошмар. Но если будешь покупать физштех у кирпича в кудлатом мишке, не говори, что это я тебя прислал. Так, мы... Это что, это хранилище у него, типа? Да, походу хранилище, ладно, запомним. Так и все, ладно. До встречи. Только домой пришла, так что не знаю. Пока дела на фоне надо делать, а там, может, и весь стрим смогу. Ей. Будем надеяться, что все у тебя там получится, все сделаешь. Пока я тут на фоне бегаю по городу. И болтаю со всеми. И могу. Ну-ну, я знал, что нам понадобится ведьмак, чтобы избавиться от твари в канализации. Но Блавикенский мясник... В чем проблема? Я знаю, кто ты такой. Берегись! Городская стража с тебя глаз не спустит. Я не потерплю убийства людей в этом городе. Ну, вряд ли. Ты ой, как страшно. в этом первым. Остроумно. Чего тебе нужно? Что тут есть интересного? Лавки, таверны? Есть тут одна таверна. Настоящая выгребная яма. Ворота, уличный рынок, лечебница и много узких переулков, по которым лучше не ходить. Угу. Что за таверна? Опять куча вопросов. Мишка. Самое злачное место в городе. Самая отборная шваль. Самое Лучше шишкарика божественное напиться, чем место туда на идти. свете. Расскажи мне о воротах. Что тут скажешь? 3 ворот. Одни ведут к дамбе, другие к замку, а третьи в купеческий квартал. Как их найти? Я отмечу тебе вход. Но тебя не пропустят через купеческие и замковые ворота. Пройти могут только люди с пропусками. Король ввел карантин. Как мне найти торговцев? Ищи их возле замковых ворот. Угу. И что это за местный госпиталь? Имени мудреца Лебеды. А теперь там самое чумное место. Они там пытаются помогать больным и сжигают грязные тряпки. Кто у нас попадает на плохой счет, тут же отправляется дежурить. Хи-хи-хи-хи-хи-хи. Кстати, я тут вспомнила, что про Эйск не рассказала. Ждем очередные много текста, получается. Мне пора идти. Поговорим в другой раз. Я видел в городе людей со знаками саламандры. Знаешь что-нибудь о них? Проваливай, ведьмак. Нечего мне тебе сказать. Грубиян. Пошел вон! Больше не могу говорить. Приказ капитана. Пошел вон. Раз-два, удар. Вот именно. Да, ведьмак. Да. А, мы с тобой больше ничего нового опять-таки. Я пошел. Пройти могут только граждане. Ты даже не гражданин. А вот это было обидно. Говорят, какой-то легендарный ведьмак восстал из могил. Мне сказали. Ступай Это в добром стражу. не кончится. Власть хорошо. Дерьмо собачье. Вы Как бегаете же тут. это все надоело. Надоело. Преступность на взлете, а городская стража... Так, у нас есть подарок для вот той самой дамы, если что вдруг. Кольцо вечного огня это не подойдет. Я помню, у нас там
хранилище в таверне, есть и шаль, и еще что-то вроде есть. Колечки и камни тоже, кстати, наверное, продавать не буду теперь. А то я все попродавал, и теперь вот, если подарок кому-то какой-то делать, то у меня ничего нет, из драгоценностей даже. Шали там всякие я оставлял, а вот камни попродавал. Не надо было бы. Что это? Сахарная куколка. Вау. Так, сейчас мы поговорим с тем самым сапожником. Только сначала обчистим его хату. В лучших традициях. Я скупщик. Я покупаю и продаю. А чем торгуешь? А всем, что можно продать. Ну так что? Будем рожи корчить или у тебя чертово дело? Нет, чертово дело. Всякое ружо, судебная медицина, колечко, руна солнца, книга Иволги. Капец как дорого. Это подарок не принимаю, так что продадим. Это продадим. Продадим. И все. И еще вот это. Теперь все. Купать пока ничего не буду, у меня 3000. Такие эти руны, книжечки, на потом оставлю. Ну так что? У тебя дома стражники нашли меч ведьмака. А тебе-то какое дело? К тебе приходил еще один ведьмак, Беренгар. Этот долбаный меч не его! Откуда ты знаешь? У меня есть другое имущество твоего дружка, а меч не его. Другое имущество? Да, причем не меч. Дошло? Дошло. Может быть, его обоссанные подштанники, например. И все же откуда у тебя ведьмачий меч? Может, скажу. А что с этого буду иметь? Я не перережу тебе глотку, как свинье. Это честная сделка. Я купил его у одного мазурика в таверне под кудлатым мишкой. Описать его сможешь? А зачем описывать лучшего игрока в кости в этом городе? Наш выдопердающийся чертов фокусник. Выдопердающийся. Это сказанул. Первые дня 4 все было обычно, но потом каждый день над нами то вертолеты военные, то самолеты военные, то истребители летали. Буквально вытяни руку к небу и самолет будет с ладонь. У меня такое почти каждый день. Возле окон. Представь, как близко летало это все. Очень легко могу представить, ты даже не представляешь, как легко. И не только самолеты, и не только вертолеты, и не только истребители, и далеко, и не только это все. В заливе корабли какие-то стояли. Думаю, товарные. Город-то портовый. А через пару дней, когда мы поняли, что они вообще не движутся, Егор присмотрелся и сказал, что это подлодки. И вот думаешь, то ли отдыхать как отдыхал, то ли готовится валить из города. Кажется, пора делать ноги. Как говорится, мне вкусно и грустно, Оливка. Так-то да. Да, но быстро привыклось и отдыхали, как отдыхали. Вот и правильно. Вот и правильно. Это первое там время, все очень страшно, все очень необычно и напряженно, а потом уже сам от себя в шоке просто, как тебе уже на это становится пофиг. Как у тебя оказались вещи Беренгара? Ты упрямый, как стадо ишаков. Купил у посредника. Стая ишаков. Где мне его найти? В кудлатом мишке. Но он с тобой говорить не будет. Его зовут Кирпич. Как у тебя оказались вещи Беренгара? Ты упрямый, как стадо... Ты не понял. Мне не нужен твой посредник. Мне нужна информация о Беренгаре. Тогда, меня не спрашивай. Твой ведьмачок работал на алхимика Калькштейна. Эту информацию ты получаешь бесплатно. Но остальное по нормальной цене. Ты слышал про Саламандр?
А, рептилии хренососовые, да я про них слышал. Но ни хрена не понимаю, что им нужно. Ну да. Амфибии. Амфибии. Чего, блин? Саламандры, Чего, блин? амфибии. А теперь расскажи, каким образом ты с ними связан. Да черт меня дери, если я знаю. Ты ведешь дела с саламандрами? Ты чё, с лошади рухнул? Откуда такие мысли? Откуда у тебя вещи Беренгара? Ядрёна вошь, я скупщик. Тебе картинку нарисовать, что ли? Ты считаешь, я должен каждого вора спрашивать, откуда он спер эти вещи? Давай лучше я Ой, какой он нарисую тебе смешной. картинку. Определенная организация «Саламандры» охотятся на ведьмаков. Ведьмак Беренгар исчезает, и все, что у него было, попадает в руки к скупщику. К тебе. Улавливаешь? Срать я хотел на твоей картинке. Я ничего не знаю про Беренгара. Спроси у моих поставщиков лучше. Кроме того, я бы не выжил в этом бизнесе, если бы продавал товары, которые сам украл. Я верю тебе. Вину нужно доказать. Так что пока будем считать, что ты не имеешь к этому отношения. Ну, наконец-то! Явление Дикстры аса-разведки. Ядрёна вошь, какой, блин, глубокий анализ. Если что-нибудь еще выяснишь, или если понадобится информация, приходи, перетрем. Перетрем. Я на действующей подлодке в детстве была. А я вообще возле моря никогда за всю жизнь не был. Ну так что? Будем Ну, рожи корчить, вообще. или у тебя Чёртово дело. Играешь? Да я самый, курва моя мать, великий игрок в покер. А что? Ничего себе. Сыграем? А кишка не тонка? А ты проверь. Да ты не сомневайся, я ведь так, сучья мать, и сделаю. Погнали тогда. Ух ты, вот это ставочки, конечно, но рискуем. Да, уже как-то пахнет хреново. Смотри, он еще повышает. Ну блин. Мне кажется, я проиграю. Ну естественно, конечно. Ну да, ну да. Ну, еще есть раунд надежды. Давай. Там ставочки Мамма Мии. Что это такое? Да. Угу. Не, я такое... Это где сохранение было? Блин, я там сколько? 300 по... Ну да, где-то 300 потратил. Надо было перед этим сохраниться, что ли, хотя бы. Вот и играй после этого, блин. Ну так что? Объясни, почему стражники тебя терпят? Хе-хе, это секрет. Хи-хи. Надо уметь о себе позаботиться. Позаботиться? И ублюдские стражники, и придурочные воры, всем я нужен. Это искусство, ведьмак. Я веду дела со всеми, поэтому у меня иммунитет. Это ты так говоришь. Ну так что? Ничто. Пока. Теперь нам золотом должен 160 или 100, сколько там монет, и этот почти 400. Да уж. Говорят, какой-то легендарный ведьмак восстал. Меня тварь какая... Еще раз золотом. Говори, что? Я ищу хорошо оплачиваемую работу. Говорят, на лодочной станции на болотах чудовища совсем расшалились. Все только и делают, что жалуются.
начиная с лесоторговцев и заканчивая мелкими купчишками. Как ты думаешь, они готовы заплатить ведьмаку, чтобы тот избавил их от опасности? И с кем мне стоит поговорить по этому поводу? Обратись к Леувардену. Он О, рыбешка крупная. знаем Купиться такого. не должен. Ты найдешь его на пристани. Он следит там за погрузкой и разгрузкой товара. Я возле моря была 3 раза, и то у холодного Белого моря, но все равно искупалась. Я повторюсь, ни разу. Я 2 раза всего ездила на море, вот 2 раза, 3 раза. В школе вот сейчас. Егор много катался, ему в какой-то момент стало скучно. Я счастливый как ребенок, весь отдых я на море. Ну вот, кому как. Кому-то даже скучно, а кому-то... А он сколько раз был? Если он тоже всего 1 раз до этого в школе был, то странно тогда. Если он, может, много раз был, тогда понятно, что ему уже скучно стало. Спасибо, Золтан. Я подумаю над этим. Говори, что у тебя? Ты ничего не слышал о банке Вивальди? Банки Вивальди? Вивальди теперь не имеет к нему отношения. Только имя его в названии и осталось. Почему? У банка теперь новые владельцы. Люди. Это многое объясняет. Люди. Да? Есть пара минут. Я хотел поговорить. Что случилось? Он дофига, и не только по России, и Иордании, Египет, и еще что-то. О, тогда все понятно. Все понятно. Предупреждаю сразу. Разговор будет философским. Ой, философия. Понятно. Смысл жизни, все такое прочее. Ну, дятина. Ну что ж, говори. Тамшани Зло, только... Да, с которым Тамшани. борются ведьмаки, Тамшани. происходит из действий хаоса, рассчитанных на то, чтобы нарушать порядок. Ибо там, где распространяется зло, порядок установить невозможно. И вместо луча мудрости, искры надежды и костра тепла везде правит тьма. А во тьме нет ничего. Только кровь, клыки и когти. Как в предместье. Неплохо сказано, ведьмак. Но, как сказала молоденькая Кера королю Вриданку при их первом свидании, не дурная штучка, но есть ли у нее какое-то практическое применение? Суть существования и оправдание существования ведьмаков поколеблены, поскольку борьба добра со злом теперь идет на другом поле боя и ведется совершенно иначе. Зло перестало быть хаотичным, перестало быть слепой и стихийной силой. Сегодня зло действует по праву закона, ибо у него теперь есть права. Оно действует в соответствии с заключенными договорами. Это и называется прогресс, Геральт. Население растет, увеличивается продолжительность жизни. Теперь мы можем отгородиться высокими стенами и убивать друг друга тысячами. Прогресс на вроде стада свиней. Дело выгодное. Есть рольки, есть солонина, есть холодец с хреном. В общем, есть удобство. И нечего нос воротить, потому, мол, что всюду насрано. Насрано там или не насрано, но ведьмаки существуют для того, чтобы убивать чудовищ. Как я могу это делать, если настоящие чудовища, по сравнению с которыми даже дракон выглядит невинным щенком, бродят по миру, скрываясь за идеалами, верой или законом? Послушай, самое большое зло в этом мире, а заодно и самая большая куча дерьма — это относительность морали. Она убила больше народу, чем чума Катриона и все драконы вместе взят. А ведьмаки будут нужны всегда и везде, независимо от того, куда приведет нас наше стадо свиней. Как говорил старик-король Дезмонд, глядя в свой наполненный ночной горшок, умом все это не объять. Спасибо, Золтан. Кажется, я тебя понял. А другой ответ, кажется, будет смешнее. Есть? Не уверен я. Позволь, я кое-что скажу тебе, ведьмак. А нет, это продолжение. Как-то мы вели группу женщин и детей через земли, на которых бушевала война. Они задерживали нас. Нам приходилось кормить их, защищать и даже отходить в лес, чтобы помочиться, вместо того, чтобы сделать это прямо у дороги. Одним словом, они были для нас обузой. К тому же совершенно неблагодарной обузой. Знаешь, почему мы им помогали? Потому что это было правильно. Все это пустые слова. Не зли меня, ведьмак. Если я выйду из себя, могу очень больно ударить. Ты заговорил о добре.
Я привел тебе пример этого самого добра. Я не ученый. Если тебе нужны ученые слова, почитай Высоготу и Скорлу. Ты меня не убедил, но все равно спасибо. До встречи. Это чувство, когда специально выбешиваешь своего друга. Говори. Так, я хочу, чтобы это перестало мне светиться, а то меня это будет бесить. Говори. Что? Не люблю такие диалоги, которые очень долгие и очень с многим количеством выборов. Говори. Пока. Ну и хватит. Долбаная чума. Долбаная чума. Уже неделю торчу. А у бутылки Вивальди? Какой бутылки Вивальди? Йордании круче всего, говорит. Я даже на море не был, а за границей уж тем более. Для меня это ноу-хау. Но скучно, повторюсь, в самом городе ничего нет. Да, я помню, ты говорила, что в городе действительно ничего нет, но... Как ты говорила, когда редко на море находишься, как вот я, например, вот впервые, допустим, был бы на море, то действительно, как ты рассказывала, был бы счастлив как ребенок и точно бы нашел себе чем заняться. А когда ты уже 100 раз бывал и за границей, и, понятное дело, на море даже, и кучу всякого разного видел, то, конечно, тебе подавай побольше разнообразия, побольше чего-нибудь еще. А одного моря уже как-то мало. И так не только с морем, так со всем. Ну, это и понятно, это и логично. А я люблю такие диалоги, а я не очень. Особенно, когда их уже видел не один раз, а когда, допустим, впервые игру проходишь, то еще ладно. Когда уже где-то в 5-й раз, то уже немножко не это самое. Антиквар. В чем дело? Что тебе нужно? Я не часто встречаю мудрецов-краснолюдов. Я не часто встречаю ведьмаков, но ведь не пялюсь. Взгляни на мои книги, не пожалеешь. А типа я пялюсь. Так, книги это, конечно, хорошо, но это пока рано. Если что, вдруг в будущем я, может, что-то и куплю, когда будет много денег, но такими темпами, когда я тут по 300 монет проигрываю в кости, это будет не скоро, наверное. Ну, хоть что-то продали, то, что не надо. Что ты сказал? Если есть банк Вивальди, должна быть и бутылка. В этом смысле. Никто меня не любит. Жертвы на болотах! Что происходит на болотах? Там полным-полно чудовищ и нелюдей. Неудивительно, что там гибнут люди. Чё? Что Жертвы на болотах, ясно. В чем дело? Что-то хотели? Да. Откуда у тебя молоко? Сейчас карантин, и я нигде не видел ни одной коровы. Ты прав. Но я долго жил за городом, и у меня есть свои секреты. Ну ладно, подозрительно. Очень подозрительно. Так, ну уж еду я сохранять, наверное, не буду, ее там подарить. Вряд ли кому-то теперь можно будет. Там еще в пригороде Визим это можно было бабке какой-то отдать за историю, но вроде это все, вроде больше нельзя будет никому и подарить, наверное. Скорее всего, я, конечно же, что-то забыл. Ну и ладно. Теперь ты. Безделушки, побрякушки, все, что вам нужно. Лягушки. Украшения, дамские платья, драгоценные камни. О, это надо для той подруги, которая Какой о ведьмаках спрашивала. Ну, если тебе самому не нужны украшения, то как же наши милые дамы? Это прекрасный подарок. Затрата вернется старицей, это я гарантирую. Старицей. Откуда у тебя молоко? У твоей мамаши. Ха-ха-ха. Это секрет фирмы. Цветочки, колечки, перчаточки, колечки, еще много колечек, и еще куча всяких цветочков и всякого разного, которые мне
Пока не надо, у меня там в хранилище еще что-то оставалось. Хотел бы я встретить того болвана, который связал сбрасывание змеиной кожи с возрождением, а потом с медициной. Я бы хотел. Спешить некуда. Как некуда? Есть куда? Порезов, травы по лучшим ценам. Интересно, контракт на собак. И как мне его выполнять? Просто бегать по городу и вот этих собак убивать? Или что вы предлагаете? Прощай. Это мы уже говорили. Деньги, деньги, деньги. В этом городе даже вы... И в этом городе. На взлете, Что это? Сушеные фрукты, ух ты. Это я люблю. Я не знаю, откуда идет весь этот расизм. Моя подружка Хельда. Осуждаем расизм. И она совсем не похожа на... О, старость, не рад. Повсюду коррупция. Я спрашиваю, куда Чего делись закон и порядок? уставился? Егор, пристав. Начинается. Кстати, в этой главе и в этом городе будет тот самый момент с бабулькой и Шани. Говорят, в город пришел был... К черту все. Тот самый момент. травы, притирание, цветы для дам. Приветствую. Что-то ты бледноват. У меня есть лекарство, которое тебя вмиг исцелит. Давай, посмотри. У меня вполне разумные цены. Где ты собираешь травы? Если я это разболтаю, мне милостыню просить придется, и уж я точно не получу новую шаль. Выбирай, чего хочешь, и не крути, красавчик. Так, шаль у меня точно есть в хранилище. Потом обязательно еще ее захватим. И точки всякие разные. И травушки всякие разные. Я разозлилась. В смысле? Ничего, я тебе шаль скоро принесу и не будешь злиться. Так, бабуля. Вот она. Чего он хочет? Не стой там с открытым ртом. Скажи что-нибудь. Шани тут живет. Живет. Тебя из лечебницы прислали? Очень на то похоже. Вид у тебя болезненный. Тебя, верно, боги наказать захотели. Да, я из лечебницы. Тогда поднимайся наверх. Только девушку не замай. Ничто? Замай? Тарик из Бучанка, увидев бабу... Тебя что, мама да что твоя такое? не учила, что нельзя беспокоить других, Бабуля. когда они заняты? Она бы себе никогда не простила. Никогда не простила. Если бы знала, какого монстра вырастила. Но... Ну, бабуля, ну, я настырный. Старый, седой, а все за юбками гоняешься. Постыдился бы. Ай, как смешно. Старая, седая, все стервозничаешь. Постыдилась бы. Это не так, добрая женщина. Старая, седая, а все стервозит. Я не могу это не выбрать. Постыдилась бы. Ты смотри, какой говорун. Иди, только не удивляйся, если она тебя скальпелем зарежет. Зарежет. Ну, сначала, ладно, к ней сходим, а то сейчас опять выгонит. Я все равно там все долутаю. Я долутаю. Опа. Новая книжица. Типа прочитали. А где Шани? О, шаль, кстати. Шани, походу, шляется по городу. Пройти, не проехать. Так, бегом. Лутаемся. Она меня не поймала. Еще какая-то книжка. Все. Нет. Шкаф. Эй. Все. Я ушел. Эх, блин, поймала.
Отпустите меня. Старый седой, Ты- старая седая, да, вот это мы уже слышали. Надо Шани поймать на городе. В городе, точнее, где она тут ходит. Я ее видел где-то. Старик и звучанку видел бабульку, Шани и наконец-то достойный соперник. Наша битва станет легендарной. Я бы на это посмотрел с удовольствием. Как интересно, мы должны научиться терпеть их, если они... Одна дамочка мне сказала сваливать с ее огорода, потому что я Ты только посмотри на эту задницу. Ты только И посмотри. почему мне такие никогда не достаются? Ну-ка. Блин. Чтобы подарить шаль все-таки, или шаль приберечь для той? Ты Ладно. шутишь? А не подойдет шаль? Тебе кольца что ли надо? Ладно. Я еще вернусь тогда. Тогда шаль подарим той второй. Нет, так нет. Привет, старый друг. Сейчас я тебя тоже немножко обкраду и поговорю. Может, Рубена Вы уже читали эту книжку? Мое. Все мое. Наконец-то хоть один храбрец откликнулся. И никто иной, как ведьмак, сам Геральт. Мы снова встретились. Мне снова нужна твоя помощь. В чем? В этот раз серьезное дело. Я наткнулся на нечто, что может стать сенсацией в алхимии. Более того, это связано с твоей профессией. Расскажи подробнее. Извини, я задумался. А подробнее? Ты хотел дать мне какую-то работу. Ведьмак, у тебя есть возможность помочь мне завершить дело всей моей жизни. В лесном болоте около Старой Вызимы стоит таинственная башня. Не продолжай, я знаю эту сказку. Наверху принцесса, внизу дракон, спасибо, я пас. Ой, Геральт. Пожалуйста, помолчи. Мне очень нужно твое внимание. В легенде говорится, что башню построил маг и алхимик. Никаких принцесс, никаких драконов. А в чем заключается моя работа? Маг умер много веков назад, и про башню давно забыли. Сила, которая заключена в ней, вышла из-под контроля, и теперь она уродует существ, которые подходят к ней слишком близко. Короче говоря, создает монстров. Именно. Я хочу исследовать этот источник, ведьмак, и написать диссертацию, которая обессмертит мое имя. У меня появится доступ к секретам, которые долгие годы хранились в этой башне. К несчастью, башня заперта. Я заплачу 1000 оренов любому, 1000 кто поможет мне оренов. пробраться внутрь. С ума сойти. Ладно, но мне кажется, выполнить это задание будет сложнее, чем кажется на первый взгляд. Посмотрим, что я могу сделать. Если бы задание было простым, я не стал бы тратить время и деньги на ведьмака. Разумеется, попасть в лабораторию могущественного мага непросто. Сначала нам надо собрать подробную информацию об этой башне. И откуда мне взять эту информацию? Рассказы старых людей и болотных жителей, легенды, но больше все-таки стоит верить старым книгам. Записанная мудрость более надежна. Какие-нибудь названия? Ну, нам совершенно точно понадобятся врата тайны Ренсанта Альвара и старый алхимический трактат Айнсов Аур. Я знаю об одном экземпляре врат тайны. Его владельцем был какой-то краснолюд.
Вторая книга, которую написал какой-то гном, давным-давно потеряна. Найти ее будет непросто. При случае ты сможешь испробовать мое последнее изобретение. Кристалл, который связан с местами силы и моей лабораторией. Он позволит тебе телепортироваться, расщепляя твое тело на миллиарды частиц, которые переносятся с места на место вне мировой линии в пространстве времени. Его я использую в местах силы, этого достаточно. О, мы знаем, как Геральт обожает телепорты. Я очень на Порталы, это надеюсь. точнее. Есть вероятность ошибки, но минимальная. Получен кристалл. Так как книжица, которую я получил, вот это вот, дневник бабушки. У нее там всякие секретики наверняка, да? По поводу башни. Да? Где мне стоит поискать информацию про башню? В книгах, Геральт. Книга — лучший источник знаний. За долгие века устные рассказы искажаются. Ладно, книги. А что еще? Послушай жителей болота. Во многих случаях народные предания, мифы и легенды тоже могут стать ключом к знанию. Ладно, расспросить болотных Окей. жителей и найти предания. Этого мне достаточно. Я слышал, на тебя работал ведьмак Беренгар. Эх, а я так надеялся, что ты об этом не узнаешь. Но не, Хочешь об этом не поговорить? тут-то было. Я нанял его, чтобы он раскрыл для меня тайну башни. Не хочу пугать тебя понапрасну, но у меня все еще есть планы на это здание. Ты нанял его, и он бесследно исчез. Не находишь это странным? Это та причина, по которой я хочу, чтобы ты раскрыл тайну башни. Может быть, сможешь узнать, что именно случилось с Беренгаром. То есть ты не знаешь, что с ним случилось? Не только я хочу овладеть этими знаниями. От Беренгара могли избавиться мои соперники. Он чего-то боялся и оставил мне книгу. Бери, отдашь ему, когда встретишь, и сам можешь ее использовать. Благодарю. Вероятность ошибки минимальная. Ага, знаем мы это минимальная, а потом упс, что-то пошло не так. И выйдет смешно. Привет, удачного стрима. Привет, коллега. Благодарю за пожелание. Благодарю, что зашел. Тебе тоже удачи, если там планируешь что-то, друг. Как мне попасть на болото? Выйдешь из Мало ли. западных ворот и дойдешь до дамбы, за которой старая Вызима. А что потом? Потом найдешь паром и паромщика, который согласится тебя перевести. Паром, паром и паромщик. Да, рядом с болотом есть маленькая пристань. Рядом с ней деревня кирпичников. Спасибо. У кирпичников я помню. Я пришел по объявлению. Ты принес ко мне костный мозг Альгуля? Пока нет. Еще Но нет? я скоро вернусь. Не мешкай. Мне нужен костный мозг для алхимических опытов. Я понял. Стой! Давай поговорим о саламандрах. Я думаю, ты в сговоре с саламандрами. Что? Я? Почему? Вот и мне интересно, почему? Что тебе нужно? Что-то пока не знаю. Что-то. У меня пока нет доказательств. Ну, этот диалог еще рано пока начинать. Да стой ты. Ты продаешь хотя бы призраки, минералы. Ну вот это все можно будет когда-то потом купить. Сейчас это все капец какое дорогое. Это надо будет скинуть в хранилище. Все потом, все потом. Где он? Бежал. Ну серьезно. И тут его нет, и там его нет.
Давай, кажется, как-то подозрительно. Почему за людьми, которых ты нанимаешь, бегают саламандры? Я не знаю, кто преследовал Беренгара, но я тут ни при чем. Ты уверен, что не пытался заманить его в ловушку для Азара и Веда? Не будь дураком. Если бы я работал на Саламандр, я никогда не позволил бы проследить свою связь с Беренгаром. Твои гнусные инсинуации меня оскорбляют. Убирайся! Я верю тебе. Убираюсь. Пока еще рано что-либо решать. Сменим тему. Правильно. Нам нельзя терять время. Когда найдешь этого преступника, я с радостью тебе помогу. А теперь пора возвращаться к работе. Спасибо, уже постримил. Сейчас спать. Так что счастливо, мистер. Ладно, спасибо еще раз за пожелание. И тогда спокойной ночи, получается. Раз уж ты уже постримил. Что-то я икать начала. Кто меня вспоминает? Не знаю. Так, кто у нас тут шаль просил? Это нечестно. Это нечестно. Вообще нечестно. Так, что там насчет шали? Насчет шали. Это подойдет? Расскажу, если хочешь. Я иду на болото и собираю травы под лунным светом. Но берегись, там опасно. Я был бы давно мертв, если бы это не был все? осторожен. Не будь так самоуверен. Один раз ошибешься, не ту травку сорвешь, не так ее приготовишь, и прежде чем успеешь это понять, яд потечет по жилам, тело в дугу выгнется, голова закружится, кровь почернеет, пена изо рта пойдет, и болото получит еще одного мертвеца. Не надо меня пугать, я тебе не конкурент. Спасибо за наставление. На рынке, говорят, карантин будет длиться до тех пор... И это все? Что? То. Прощай. Я думал, она мне что-то полезное расскажет. Преступность на взлете, а городская стража... Преступность на взлете. Так, а тут я был или нет? Походу был, раз уж все собрал. Не обращаем внимания тогда, идем дальше. Скорее бы в хранилище, а то у меня уже опять инвентарь почти что заполненный. Я странный. Ты себе даже не представляешь, что натворил. Даже не представляю. Какой обаятельный. Мы все грешны. Прими благословение. Преподобный. Время молитвы. Прими благословение. Лечебница Лебеды. Сюда привозят всех жертв чумы Катриона. После этого им дорога только в Старую Вызиму, а потом в ад. А ну не кряхти. Когда погода так резко меняется, у меня всю спину колет и ломает. Ой, как я вас понимаю. За всеми горестями этого города стоят нелюди. Не люди. Проход воспрещен. Я иду внутрь. Внутри заразные больные. Я тебе не позволю разносить чуму. Ага, кольцо какое-то надо будет найти. Надо будет найдем. С садовником тоже сейчас поговорим обязательно. Смотри, как они красиво растут. Я пришел по объявлению. Ты похож на воина. Убьешь для меня несколько эхинопсов? Конечно. Принеси мне его корневище как доказательство. Сделаем. Расскажи мне о своей жизни наемника. С удовольствием, но я очень проголодался. Принеси мне чего-нибудь перекусить, и мы поговорим. Да можно.
Груша. Вкуснота. Удивительно, как можно проголодаться от честного труда. Спасибо тебе, ведьмак. Ты говорил? Ну да, во время войны я служил наемником в отряде самой сладкой ветреницы. Слыхал, небось, какая была боевая, какая была баба? С характером женщина. Баба. Точно, что с характером. Мы кому угодно могли хвост надрать. Я в отряде кондотьеров сладкой ветреницы полмира обошел. Были даже в Зерикании. Это далеко. Самое пекло. Жарко, как в печи, и влажно, как в бане. Мы убивали местных, а Зерикания убивала нас. У них там мухи есть, которые прямо у тебя в носу ночью яйца откладывают. А потом личинки съедают твой мозг и вылезают через глаза, когда становятся взрослыми мухами. Отвратительно. Многие от этого Новая умерли. фобия. А еще болезни, ядовитые пауки и змеи, и еще черт знает что, даже назвать как не знаю. Я видал даже полосатую лошадь. Мы 8 месяцев дрались с джунглями, прежде чем отступить. Невозможно победить, когда врага не найти. Это было единственное поражение сладкой ветреницы. Интересная история. Спасибо. Смотри, как они красиво растут. Ты не боишься чумы? Мой сад приносит радость тем, чей конец близок. Когда Мелители решит, что мой час пришел, я уйду с радостью. Счастливо оставаться. А что ты продаешь? Цветочки всякие. Ладно. Только я там недавно говорил, что еду уже никому не надо будет предлагать. Так вот сразу и появился еще один. Заперто. Будь осторожен, господин. Вокруг полно бандитов. Помню, мне как-то кошмар приснился, что я хотела воды попить, беру какое-то ведро и вижу отражение, будто у меня с лица черные черви вылазят. Бррр. Фу, отвратительно, страшно, ужасно. Страшно вырубай, действительно. Так, я хочу еще кое-что глянуть. Быстро, быстро. Быстро, быстро. Кстати, час уже стримим. Ехали. Когда погода так резко какая-то тварь Повсюду, я не знаю, откуда идет весь этот расизм. Моя подружка Хельда. Никто в городе она Тут мы были. не борется. И она совсем не похожа на то, что... Ты то о ком говорил Зигфрид? Зигфрид — это тот рыцарь из канализации. Будь я проклят, это ты. Как Атрикс тревожил нас уже некоторое время. Я слышал, бой был трудным. Угу. Ничего особенного. Ваншот. Молодая особь, быстро Это погиб. было очень трудно. Что у тебя за дело? Когда ты вступил в орден? Давненько. Могу даже припомнить вторую войну с Нильфгардом. Мой отец был оружейником, и я тоже. Чем орден занимается в Изиме? Мы помогаем бороться с чумой, поддерживаем порядок и сражаемся с чудовищами, которых в последнее время расплодилось много. Много работы. Мы служим людям, защищая их, и несем в свет вечно пылающие розы. Бла-бла-бла. Могу я купить у тебя что-нибудь? Конечно, друзьям Зигфрида мы всегда рады. Если хочешь что-то купить, поговори с моим подмастерьем, а я занимаюсь перековкой оружия и особыми заказами. Ничего нет. Приветствую тебя, господин. Чем могу помочь? Ты подмастерье кузнеца? Сударь, я пол подметаю, разжигаю горн, управляюсь в лавке.
Можно взглянуть? Как пожелаете. Метеориты, всякие оружки, качественная кожаная куртка 5000. Вообще-то на нее мы, может, и будем копить теперь. Как вариант. На что еще копить? Какие-то мечи новые или на броню только, разве что и все. Можно взглянуть, как ты подметаешь пол и выносишь мусор, да. То еще зрелище наверняка. Ух ты. Конфета. Клубника. Ничего себе у вас тут. Нормально вы тут живете. Конфетки едят. Клубнику едят. Вообще жируют. Полуденница. Новые записи. Меч ордена. Можно, кстати, продать. Ихнему же кузнецу нормально зашел, украл у них меч и им же продал его. Неплохой наварчик. Геральт, я хотел спросить тебя, не хочешь ли ты вступить в орден? No. Ну? Прежде чем ты откажешься, позволь кое-что тебе рассказать. Есть внимание. Ладно. Хочу обратить твое внимание на несколько немаловажных факторов. Приму. Орден был создан с целью служить простым людям. Секундо. Вступить в него может каждый, будь то кмет, дворянин или ведьмак. Тертио. У рыцарей ордена немало привилегий. Нет. Куатро. Как и ведьмаки, рыцари ордена уничтожают чудовищ. Ну, что скажешь? Нет, спасибо. No. В Америке, я не знаю, как в нашей полосе, в водоемах есть амеба, которая за пару дней съест твой мозг, если она попадет в слизистую. Так, не надо мне тут страшилки начинать, не надо, а то сейчас реально фобии всякие новые появятся. Так, один момент, я еще раз отвлекусь на секундочку. Все, я снова здесь. А у улиток есть червяк-паразит, ну вот, начинается, который проникает в их глазовые каналы и заставляет улиток на видное место подняться, чтобы их съела птица. Там червяк еще цветной, переливается улиткой для привлечения внимания, плюс 2 фобии, обращайтесь, если нужно будет еще. Нет, спасибо. Не хочу больше, не надо больше. Извините, пожалуйста, спасибо, до свидания. Зачем это было? Привет, я новенькая. Так я тебе и поверил. Я уже обрадовался, на секунду подумал, реально, на Твиче кто-то новый появился. Я хотел спросить тебя, не хочешь ли ты вступить в орден? Но потом мое обрадование немножко поутихло. Я пришел по объявлению. Я так и знал, что тебя это заинтересует. У тебя есть доказательства, что ты убил 10 плавунов? Нет. Нет, я еще этим не занимался. Возвращайся, когда добудешь языки утопцев. Хорошо. Ты не хочешь еще мне поубеждать вступить в орден? Это мне не интересно. Ладно. Так, тестируем, можем ли мы им продать их же мечи. Могу я? Конечно. 70 оренов. Могу продать. Окей. Давайте еще остальное продадим. Халява.
Нет. Стоп. Отдай. Подожди. Факел. Да факел я сказал. Господи, вот это выкинь. Факел возьми. Факел сюда положить нельзя. Ладно, тогда нет, так нет. Факел я оставлю при себе на всякий случай. Я... Все эти кинжальчики, пофиг уже на них, ладно. Так, идем в таверну сначала. Невероятно. Оказывается, даже в Изиме есть плохой район. Невероятно, да. Привет, я старенькая. Аналогично, так я тебе и поверил. Где они меня похоронят, когда я умру? Где мой ребенок? Где все? Будь осторожен, господин. Так, это... Это тоже по какому-то квесту дом или нет, я не помню. Вроде да, вроде нет. Походу нет. Раз уж тут никого нет. На нет и сюда нет. Ничего не знаю. Оставь Богатенький. Не знаешь, так не знаешь. Ты не познаешь истинное удовольствие, пока не попробуешь меня. Да, конечно. Что, тебе конфетку или клубничку? Или водки? Больше ничего нет. Конфетку. Ты шутишь? Не хочешь конфетку? Нет, не как хочешь. Сейчас Ой, меня нет. в таверне из хранилища что-то возьму, может вернусь. Не желаешь меня приласкать, красавица? Бабуля, успокойтесь, господи. Мне карточки с бабушкой на самом деле не надо. Городская стража. Жопу все существование. Хочу бабу. Хочет бабу. Еще один ведьмак. Вот это как раз для той бабульки, которая просила. Скинул, как предыдущий. В чем дело? Просто предупреждаю. Геральт такой шанс упускает. Ну там вот как раз бандит какой-то просил бабу. Вот и пусть и идет к этой бабе. Не туда приперся. Не люди тут не живут. Удлатый мишка. Кто здесь? Успокойся, Это это я? всего лишь ведьмак. Всего лишь? Геральт, здорово! Что здесь произошло? Прикончили кирпича, дилера этого. Демонстративная казнь, так сказать. Разбили окно и всадили ему в брюхо 3 стрелы. Стрелы с разрывными наконечниками. Такие говенкары продают. Вернее, самые жадные и самоуверенные из этих ублюдков. Если кого поймают на продаже таких стрел, тут же четвертуют. Кто его убил? Белки, черт бы их подрал. Теперь народ будет считать его достопочтенным гражданином, который так любил помогать старушкам. Чувствую я, погрома не избежать. Эти дерьмоеды поганые составили себе список врагов и теперь уничтожают их, не задумываясь о последствиях. А кирпича-то за что? Злость, месть. Может, с кем-то из эльфов-молокососов передоз случился. На одной из стрел была записка: «Торговец белой смертью». Он продавал физштех даже детям. Да еще со скидкой, мать его. Ты же знаешь, какое привыкание вызывает физштех. Странно, что они решились на такую акцию в самом центре города. С тех пор, как им удалось наложить лапы на транспорт с оружием, они осмелели. Какой-то болван ведет с ними дела. Лично я подозреваю, что этот болван — Харен Брок. Ох, что за кошмарные времена. Разрывная стрела, которая после входа в живот выходит на спине в 3 местах, делая из внутренних органов сплошную кашу. Специальность говенкаров. Такая стрела бесполезна в бою с солдатом в доспехах. Она разлетается даже при ударе о легкие доспехи. Ее используют для убийства гражданских, жестоко напоказ. Догадываюсь, откуда взялось оружие, которым убит кирпич.
Мне надо избегать подобных положений, хранить нейтральность, не вмешиваться. А вообще пофиг на него. И по делам. Я всегда была умницей. Ну, конечно. Тебя не похвалишь, никто не похвалит. Бабулька и конфетти будет рада, я не сомневаюсь. Разрывная пошла. Нужно убить кого-то. Да ты умница какая. Я уважаю тех, кто любит рисковать. Да блин. Я там 300 монет как бы проиграл. Серебряный меч. Знаешь о таком что-нибудь? А почему ты спрашиваешь? У меня нет времени на болтовню. Добрый господин, не прими за обиду. Где ты добыл меч? Я его выиграл у садовника, если я не ошибаюсь. Где мне найти этого садовника? Он ухаживает за садом в лечебнице Лебеды. Угу. Я уважаю тех, кто Помним. любит... И как игра? Позволяет сводить концы с концами? Ну, все зависит от того, с кем играть и где. Где стоит играть? Если твой кошелек полон, тогда в богатых кварталах. Тут тебя скорее зарежут, чем дадут унести приличный выигрыш. Эпично. Ну, сыграем. Это все-таки не 300 ставочки, так что тут надо не париться. Я всегда была умницей. По факту. Только хуже сделал. Неудивительно. Это что, сестра-близнец? Или это с 2 аккаунтов? Или у меня уже шиза? Или в глазах двоится? Или все вместе? Интересно у тебя там общение. Хочу я сказать, блин, походу проиграли. По-любому. Ну и пофиг, 28 монет, это по сравнению с почти 400 в прошлый раз. Из-за проклятой... Нет. Просто послушай. Люблю я Мои эти ноги сами пускаются в пляс. Я теряю время. Могила сидит. Место закончилось, значит пора продаваться. Официант! Привет, Седой. Хочешь есть или пить? Или ты по другому делу пришел? Зачем же еще? Ну, у нас там есть очень удобная кровать. Что будем заказывать? Давай проверим твою кровать. Да я пошутила. Мой парень мне голову открутит, если я с тобой пойду. А у тебя что отвертит, я даже представить себе боюсь. Может, все-таки рискнем? Нет, он меня так поколотил недавно, что я зуб на пол выплюнула. Эх. Что тут интересного в округе происходит? Немногое. Некоторые парни дерутся между собой, остальные ставят на победителя. Иногда колотят посетителей. В общем, скучно. Так, наконец-то пришло время продать всю эту хрень. Так, ну спиртное не продаем.
Как и всякие вот эти мази. Тало, точнее, всякое разное. Это все для алхимии, для прочих штук, для крафта. Вот еду. Всякие напиточки. Водка, перцовка, вот это все ставим. Точнее, в хранилище положим. Мне уже пора. Я слыхал, крутая каша заваривает. Пока. Я ничего нового. Ну, давай, присоединяйся. Возможно, все зависит от того, с кем пить и что. Я не просто забулдыга. Я ярно-житопей. Напиток тоже особенный. Это тимирийская пшеничная водка. Спасибо. Не хочу. Прощай. Спасибо, прощай. Ты чего уставился, черт тебя дери? Тоже хочешь? Я не хочу. Геральт? Сколько лет, сколько зим. Я ушам своим не поверил, когда Золтан рассказал мне о твоем возвращении. Это же я, Езон. Беженцы. Во время войны. Ты, Золтан и я помогали им. Ну, вспоминай. Как жизнь? Жаловаться не на что. У меня отличная, спокойная работа. Я вышибала. Такая уж спокойная. Посетители предпочитают улаживать споры сами. Местечко тихое. Ведь даже птицы никогда не срут в собственных гнездах. А в кости здесь кто-нибудь играет? Не хочу хвастать, но я сам профессиональный игрок. Не желаешь сыграть? Ну, то ты уже похвастал. Насколько правдивы слухи о тебе. В любое время. Хоть сейчас. Прощай. Да, но я сохранюсь. А то мы уже на опыте. Как дела, Геральт? Ну, ставки уже посерьезнее. Нормальное начало, слушайте. Вот с Талером бы такие вот кости падали, а у него такой же. Нормально. Ну да, конечно. Но это он не перебьет. Я его уничтожу, если он это перебьет. Ну, я тебя почти уничтожил, считай. Что ж такое? О. Ну, можно сказать, мы отбили то, что у Талера проиграли. Почти что. Неплохо. Кстати, мордобой. Хочется врезать кому-нибудь. Может, тоже врежем кому-нибудь? Еще раз сохранимся. Кто тут местный? Будешь драться или смотреть? Местный этот самый. Хочешь в драку, чужак? Мы деремся за деньги. Давай. Не пойдет. Подождите. Хочешь в... Прощай. Кто из вас тут главный? Прощай. Просто драться с каждым неинтересно. А, о. Что? Что? А ты, похоже, умеешь драться на кулаках. В свое время одержал немало побед. А что? Я победил толстого Фреда. Теперь ищу себе другого противника. У тебя что, проблемы со всеми толстыми людьми? Ну, чисто из язвительности. Да.
Надеюсь, ты не слишком привязан к своим зубам, потому что ты только что разозлил масляного Боба. Успокойся. Так какова ставка? 75 аренов. Правило есть? Только одно. Никаких правил. Верно. Ну что, согласен? Верно. Я буду участвовать. Ай. Боб. Странные, конечно, бои. Страсть, как хочется врезать кому-нибудь. Бивай. Никакого вызова? Дойдет. Ух ты, что случилось? Вот У тебе меня и в ух глазах ты. двоится. Я выиграл. Ух ты, ух ты. Плати. Бери, что пожелаешь. 2 бутылки настоя мандрагоры, золотое ожерелье или 150 аренов. Давай Я ожерелье. выбираю ожерелье. Пожалуйста. Вряд ли оно, конечно, будет стоить даже больше, чем 150, но мало ли, что вдруг подарить кому-то сможем. А то я теперь продавать драгоценности тоже не буду. Учитывая, что теперь это на подарки в основном часто может идти. Ну, кто тут у нас? Меч на спине, белые волосы. Дай подумать, ты из цирка сбежал? Ты рассмешил меня до слез. Может, у тебя тоже цирковой опыт? Ого, острый язык. Ну, добрый человек, чего тебе достать? Хранилище, пожалуйста. Раз. Вот это спрятали. Баргисты, кому это продать вообще можно теперь? Понятия. Так, вот это все оставляем. Контракты, которые, не знаю, куда их девать, выкидывать или что, продавать их никому нельзя вроде бы. Книжки продадим, вот Баргесты я не знаю. Цы с радостью его купит. Какие именно, блин? А это я что, не читал? Не читал. Удивительно. Так, нам надо было подарить там кое-что, кое-кому. Вот янтарь сойдет. Больше ничего не берем с собой. Кстати, надо воду попробовать продать, если получится. Все остальное пусть остается. Черт, опять проиграл. Ладно, чего ты хочешь? Если кирпич мертв, у кого я могу купить физштех? Знаешь парней со знаком саламандры? Бывает, они толкают физштех. И если кто спросит, ты этого от меня не слышал. А что это за ставки? Местные развлекаются. 2 парней дерутся, а мы ставим на победителя. И что эти психи с того получают? Деньги, конечно. Зрители выигрывают, веселятся, а парни пар выпускают. А если что-то пойдет не так, собачкам будет что покушать. Все в прибытке. Бедные собачки. Прощай. Могила. Что тебе нужно, выродок? У меня есть к тебе вопросы. Ты забыл, с кем говоришь? Мне достаточно крикнуть, и ты не успеешь посчитать до 3.
как тут будет дюжина молодцов, которые сделают из твоей задницы Большой каньон. Ух ты какой! Посчитать до 3, как будешь трупом. Ну надо же! А волчонок умеет рычать. Может, он еще кусается? У меня тут одно мокрое дельце намечается. Подсобишь? Я презираю таких, как ты. Презрение, волчонок, это привилегия образованных. В остальных это признак соплячества и невежества. Плевал я на твою детскую наглость. Чего надо? Как дела? Как дела? Серьезно? Старая шлюха родила, пошел Ну, такого прочь, ответа я и ожидал. Серьезно. Очень важный разговор. Что я собиралась сделать? Купить воду. Чтобы... У меня. Не хочет. Не интересует. Ладно, попробуем остальным торговцам скинуть. Но кто-то же должен ее покупать. Еду, главное, покупают, а обычную воду не хотят. Где это видно? Ищешь приключений? Какой-то гад спер мои штаны. Я ему Какой-то гад спер мои штаны. Лучше всего понюхать. Иди в таверну. Одно из темных улочек, кто-то про тебя спрашивал. Мечи у тебя огромные. А как насчет остального? Ну-ка, ну-ка. Вот тебе янтарь. Я не знаю, как благодарят принцессы, освобожденные из башни, но обещаю, что ты не разочаруешься. Я тебя ловлю на слове. Новая карточка. Или такая уже была? Не помню. Не, вроде не было. Осуждаем на всякий случай, если что. Привет, стримлер, как дела? Привет, новенькая. Дела? Ну, пока не родила. Но нормально. В принципе, может быть. Ищешь приключений? А чего вас тут так много? Выбирай любую девку, но пользуй бережно, а не под нашей Какой-то защитой. гад спер мои Я штаны. с самим Талером знаком, так что Богатенький. подумай дважды, Может, пора прежде чем поделиться? дурить. Побеспокоишь этого могилу и исчезнешь. Яйца точно как Беренгар. Три груши. Куча пива. Ага. Новая книжка. Ты кто таков? Чего тебе нужно? Признаюсь, я здесь из чистого любопытства. Знайку на суд ведут, а Незнайка дома сидит, как говаривала моя мамочка, да будет ей земля пухом. А мне вот любопытно, чего это ты 2 меча на спине носишь? Ищу работу, в которой эти мечи могли бы пригодиться. Наемник, значит? Неплохо, небось, зарабатываешь. Интересно. Есть у меня к тебе предложение. Говори, о чем речь. Есть один дом, а в нем спрятаны сокровища. Ага. Да только в доме том привидения водятся. Вот этот самый я квест. предпочитаю с ними не связываться. Вот что я предлагаю. Я тебе скажу, где этот дом, ты избавишься от призраков, а сокровища поделим пополам. Нет, 70 на 30. 70 мне. Согласен. Отлично. Я отмечу дом на твоей карте и буду ждать здесь. Прощай. За работу! Сокровища За нас работу! ждут. За работу! Тут пока заперто. Хочешь немного расслабиться, красавчик? Только немного. Но это уже от тебя зависит. Я открыта для предложений.
Давай-ка поболтаем. Да мы и так Хорошо, знаем, где этот дом. начнем с разговора. Да, мы уже там Но были. я рассчитываю на большее. Удиви меня. О любви мы знаем немного. Любовь, что груша. Она сладкая и имеет определенную форму. У меня есть Но груша. попробуйте дать определение формы груши. Даже 3. Только что нашли. Покажи мне форму. Не так быстро. Мы еще только познакомились. Висит груша, нельзя скушать. Есть работа для ведьмака? Да, есть парни, которые создают проблемы моим девочкам. Разберись с ними, и мы тебя наградим. Щедро. Я посмотрю, что я могу сделать. Где я могу найти этих парней? Я знаю 3 места, куда они часто заходят по ночам. Отметь их на моей карте. Угу, еще квестик. Копилочку. Нам надо сейчас поговорить с садовником. Дом привидений, с привидениями сходить. Ночью помочь ей с этими бандитами. Шани мы еще не поговорили, это в лечебницу надо будет сходить. Но там надо кольцо для стражника. Ну, либо подождать, когда Шани вернется к себе домой. И еще с кем мы там не поговорили, с могильщиком. Рада тебя видеть. На дамбу нам пока рано. Твоя ситуация разрешилась? Пока нет. Попробуй еще. Да. Рада тебя видеть. В Изиме работает много таких, как ты? Очень много. Но я самая красивая. Ну, конечно. Без сомнений. Без сомнений. Рада тебя видеть. Эх, очередной раз кости. Ну, такое. Ладненько, я потопаю спать. Ладненько, спокойной ночи, Оливка. Спасибо, что забежал, спасибо, что посидела, спасибо, что пообщалась с нами. Привет, бандиты, сдавайтесь, это я, и умрите, в противном случае я вас убью. Всё именно так. Всем хорошего стрима, благодарствуем. До встречи на следующих стримах, Оливка. И да соберет Герлет все карточки. Я только за буду. Давай, падай. Так, решающий раунд. Полная фигня. Походу мы проиграли. Или нет? Да, проиграли. 200 монет. Арр. Что проиграли, то и... Опять недавно только выиграли и опять проиграли. Ну что ж такое, ну сколько можно? Он считается как профессионал. Рада тебе. Судя До про встречи. то, что у нее диалога даже про кости не было, может и не обязательно ее выигрывать даже. Надо найти способ избавиться от этих болванов. Ты заблудился? Кто здесь живет? Кто тебя воспитывал? Тебя не учили, что нехорошо отвечать вопросом на вопрос? Я могу спросить иначе. Где-то мы это уже О, слышали. наглости тебе не занимать. Это дом могилы, и мы его охраняем. Он нам не говорил, что ждет мутанта, так что убирайся. Убираюсь. А где твоя жена? Не помню, у меня память пропала, я ничего не знаю, ничего не помню. Вот моя любимая отмазка. Вечный огонь освещает мой путь. Сила, Вечный что огонь. наша жизнь принадлежит ордену.
Могильщик. За этими воротами меня ждут мертвые и восставшие из мертвых. Бугага. О, клиент, что желаете? Сосна, дуб? Или, может быть, небольшой красивый курган? Целый склеп? Прикинем на глаз. Локтей 5 шириной. Мне не нужен гроб. У меня нет семьи, и я не планирую умирать в обозримом будущем. Ну, можно и так. Но, может, мы все-таки устроим небольшое дельце? Нет. Какое дельце? Скажем, партнерство. У тебя такой здоровый меч со спиной. Ты же им наверняка головы рубишь. Все просто. Как только ты отправляешь в путь новую душу, ты сообщаешь мне. Я организую гроб, а ты получаешь свою часть золота. Это оставшие из мертвых. Как насчет партийки в кости? Нет, учитывая, что мы что-то уже немало проиграли в эти кости, что-то я уже не хочу. Либо надо будет просто сохраняться перед каждой партией, а то мы так обанкротимся. Ты псих. Не псих, а просто изобретательный. Работа у меня как любая другая. Не валяй дурака, мне нужно другое. Что? Чего вам надо? Что? Что вам надо? Все мне надо, кроме шоколада. Я пришел по объявлению. Да? Я так понял, что тебе нужны 6 кувшинов собачьего сала. Прежде всего я хочу, чтобы ты убил как можно больше этих шавок. Это будет проблема. Мне сало как доказательство. Я как бы есть там сало, но вроде меньше 6 штук. Надеюсь, им это тоже как доказательство подойдет. Потому что я не хочу, бегать по городу и убивать собак. Это надо ночью, наверное, делать. Днем не получится, скорее всего. Я не знаю, как на это стража реагирует, не помню точнее. Почему кладбище закрыто? Потому что мертвые вылезают из своих нор и отказываются покоиться с миром. Пошутил я. Не бойся. Они остаются в могилах, пока светит солнце. Но кто-нибудь должен навести порядок. Даже здесь по вечерам небезопасно. В конце концов, пообещают какую-то награду, но пока что это никого не волнует. Ну, когда будет вознаграждение, я возьмусь, а пока пусть будет как есть. Бывай. Ну, герой. Думаешь, легко упокоить беспокойного мертвеца? Делай, что хочешь. Может, тебя капитан стражи наградит? Не лишне будет проверить. Что? Почему Да. Расскажи мне о чем-нибудь другом. Что? Ну и все, ладно. Что-то есть? А что у меня есть? У меня куча воды есть. Подойдет? Вот это. Я лучше сохранюсь. Шутишь? Не шучу, я сохраняюсь. Проверяю. Зачем это вообще тебе? Что может быть лучше хорошей выпивки? Хорошо. На сундук мертвеца! Йо-хо-хо! И бутылка рому! Рому! Вряд ли ты мне расскажешь что-нибудь Понятно. интересное. Что? Ради чего все это было? Ты мне открыл кладбище, что ли? Нет. Ну и? Что? Хорошо. На сундук? Вряд ли ты... Что? Еще что-то? Проваливай! Я не понимаю, зачем я это сделал, но возможность была зачем-то ему подарить что-то, но... Что-то от этого поменялось или нет?
Фиг его знает. Девочка в опасности? Какая еще девочка в опасности? Где? Что? Кто тут в опасности? Прости. Муж мне не разрешает разговаривать с незнакомцами. Так, вот тут мы еще не до конца все посмотрели. Можно было заказать у него гроб и прийти к могиле сразу с подарком. Повсюду коррупция. Я спрашиваю, куда делись закон и порядок? Такая же штука, которую мы только что отдали. Может, ему надо несколько этих подарков сделать. Из-за этого он нам откроет путь на кладбище. Нас не победили. И чума не победит. Черные вас еще победят. Но мы об этом никому не скажем. На месте Вивальди в этом районе летают представители старшего народа. Ремесленники, краснолюды и художники-эльфы. Лучше поберегись, если собираешься остаться тут на ночь. Фанатики в последнее время охотятся тут на нелюдей. Так, собака. В этом городе мой лучший Ну-ка. друг — водка. Водка. Нет, днем мечи даже достать нельзя, ладно. Значит, только ночью. Так, дом с привидениями. Не забываем. Это что? Внутреннее сало. Гусиный жир. Блин, а нам надо собачий. Собачий жир. Или собачье сало, что-то из этого. Вот так-так. Людь пришел к нелюдям. Подозреваю, что тебе от нас что-то нужно. Я не совсем человек, и у тебя есть кое-что, что может мне понадобиться. Малькольм Штейн, кузнец. Лучший в этой выгребной яме под названием Вызима. Могу я купить у тебя что-нибудь? Конечно. Золтан о тебе хорошо говорил. Если хочешь что-то купить, поговори с моим учеником. Я занимаюсь перековкой оружия и спецзаказами. Это мы уже такое видели. Это надо руду эту тащить к вам. У меня там два разного цвета Что уже такое? собралось. Вам что-то нужно? Не помню, там можно что-то уникальное сделать, если будет 3 разноцветных руды. Пока подождем. Красивая кузница. Ты можешь ею гордиться. Конечно, красивая. Теперь только это про нее и можно сказать. Они ограбили меня. Я лишился половины инструментов, сукины дети. Теперь я их должен арендовать, чтобы работать. Ухани. Того? Платить бандитам? Конечно, нет. Но мне же нужно как-то на хлеб зарабатывать. А я только и умею, что кузнечить. Прощай. Приветствую тебя, сударь. Ты подмастерье кузнеца? Верно. Я управляюсь в лавке, убираю все. Что нужно? Покажи свой товар. Господин Хивай говорит, что ты человек верный и честный. Так что можно с тобой торговать. Я такой, Прошу. да. Милости прошу. Нашему шалашу. 5000 тоже. Такая же куртка. И не метеорит. Гусиный жир, внутреннее сало. Медвежий жир. Ничего интересного. Я, кстати, всегда топором дралась. Правда?
Я вот сколько играл в эту игру, сколько раз перепроходил, всегда пользовался только двумя вот этими ведьмачьими мечами и все. Ни разу, никогда не пользовался всякими вот этими вот кинжалами, топорами, которые вот сюда в эти два слота вешались. Ну, факелом парочку раз, может, попользовался, где прям было вообще темно. А всякими вот этими кинжалами, топорами никогда вообще. И в Mountain Blade 2 сейчас двуручным топором гоняю. Круто. Это нечестно. Больных отвозят в лечебницу. Плевать я хотел на людей. Это самое первое прохождение, что ли, сразу с топором начала, или тоже перепроходишь уже? Хоть там раз. Мне нравятся парни с характером. Так, ты уже была. За тебя мне новую карточку не дадут, скорее всего. Там горожанка еще какая-то была, но для нее тоже надо был какой-то подарок. Что? Привет тебе. Перепроходишь за Вландию? Сразу краснолюд. А я так и не поиграл. Так и не попробовал, к сегрегация. сожалению. А как мне тебя называть? Еще на выходе я хотел, планировал, Как все в этом но так и не проклятом добрался. У людей Старый есть Mountain всё, Blade у играл нас нет много, ничего. часто, когда-то. Я не гражданин А вот новый и я не человек. Да? так и А не кто же ты попробовал. И тогда? уже забыл даже, как там играть, в принципе, управление и все дела. В таком случае извини. Я принял тебя за очередного вызимского сукина сына. Я Голан Вивальди. Мой кузен из Новиграда. Вимми Вивальди как-то встретился с одним ведьмаком. Тот, похоже, был специалистом по возврату долгов. Я Геральт. Приятно познакомиться. И я не занимаюсь долгами. Что привело тебя сюда, ведьмак? У тебя нет книги «Врата тайны»? Есть. В том, что ты осталось что? от моей библиотеки. Что у тебя с бородой? Но я не горю желанием с ней расставаться. Я настаиваю. Тебе же известен закон спроса и предложения. Назови свою цену. Вот она, невидимая рука рынка, чтобы ее черт побрал. Ладно, согласен. О, господи. Ну ладно, еще по-божески. Я уже думал, что сейчас будут заоблачные цены, я тут просто улечу в космос. Но еще ладно. Еще ладно. Что привело тебя сюда, ведьмак? Кажется, у него бошки в бороде, да, какие-то слишком активные. Я провожу расследование. Ищу лидера одной организации. И ты подозреваешь меня, потому что я краснолюд? Потому что у тебя борода прыгает. Извини, что подозревал тебя. Я знаю, что ты потерял свой банк. Приятно, что ты так честен с краснолюдом. Без проблем. У меня есть полезная информация про Яведа. Иногда могут помочь любые детали. Я просматривал документы еще 10-летней давности и наткнулся на его имя. Он проплачивал через мой банк обучение в школе чародеев в Банард. Но школу он так и не окончил. Его вытурили оттуда, потому как занимался такими областями магии, которые нашим магам претят. Он прекратил оплачивать обучение, и на этом его следы в банковской системе теряются. Ты имеешь дело с ренегатом, к тому же очень опасным. Уж если ему удалось избежать смерти от рук магов. Что? Надеюсь, тебе удастся вернуть свое имущество. Дело не только в золоте. О, Этот золото. банк принадлежал моей семье Опять на он тут. протяжении поколений. Ты меня что, преследуешь? А сейчас Куда я не пойду, кругом принадлежит золотом какому-то ходит. необразованному человечешке. Пустая трата слов. И вы, люди, еще смеете называть это законом и справедливостью. Мы не люди. До Мы встречи. ведьмак. Пока. Ничего нового. Так, мы купили книжки, между прочим. Золтан жаждет отыграться. Опять наверняка хочет меня облапушить.
Так, еще раз хотел проверить, покупает ли, например, Калькштейн вот эти бошки Баргестов. Вот это вот все. Еще и книги, кстати, нашел. По поводу башни. Да? У меня есть новая информация про башню. Говори быстрее! Устраивайся поудобнее. До того, как построить эту башню, маг возвел 2 другие, но они рухнули. С 3-й все получилось, и она стала его домом и лабораторией. Это я знал и без тебя. И что, это все? Маг жил в этой башне, пока не исчез. Скорее всего, он мертв. Он пытался оживлять неодушевленное и создавал глиняных големов, которые ему служили, но не были венцом его творения. Да, это совпадает с легендами о Страже Башни. Есть еще кое-что, хотя я не очень понимаю эту часть. Я узнал, что есть 10 краеугольных камней, которые представляют элементы и нити судьбы, от которых произошло все сущее. Значит, старые свитки не врут. Сефироты. Мне стоило догадаться. Я знал, что тебе это понравится. В одной книге есть туманные указания, где искать камни. Мы должны найти все 10 сефиротов. К счастью, один из них у меня есть. Мое сокровище. Хохма. Камень мудрости. Думаю, ты хочешь, чтобы я нашел остальные 9 камней. Да! Около башни есть кольцо каменных обелисков. Когда у тебя будут все 10 сефиротов, положи их на обелиски. Мы так близки! Какой это будет прорыв! Я утру нос этим замшелым профессорам в Оксенфурте! Я их уничтожу! Калькштейн, уймись. Прежде чем начнешь свою интеллектуальную бойню, я должен найти эти проклятые камни, а я понятия не имею, где их искать. Информация в книгах, мягко говоря, расплывчатая. Извини, замечтался. Ты можешь показать мне эти книги? Я напишу тебе все, что знаю. Хорошо. Ага. Ага. Что это было за ага? Сефироты звучит как что-то венерологическое. Мне от слова сефироты вспоминается 7-я финалка. Да, он покупает черепа Баргестов, ну тогда забирай, а то они мне же капец как давно не нужны. Так, деньги, если что, мы копим 5000, не забываем. Книжки пока что не покупаем, книжки будем покупать, когда мы обновим весь наш шмот, мечи там, броню. Все потом, все когда-нибудь. Так, кому-то еще что-то продать можно. Воду проверить, кто покупает или не покупает. Дешевое колечко. Здесь подойдет для той горожанки. Это не они? Что? Прощай. Не то, не то, не то, не то. Что? Конфетка. С этого момента в городе объявляется карантин. Да ладно. Что именно означает карантин? Это означает, что путь через замковые или торговые ворота отныне закрыт для всех. Если ты заболеешь, в лучшем случае тебя ждет лечебница, в худшем — кладбище. Не играл в финалки, даже приблизительно не знаю, про что они там. Я играл на канале 2. Еще одна планируется в каком-то там ближайшем или не ближайшем времени. Как с тобой я уже говорил. Ты воду тоже не покупаешь? Да что ж такое? Кому же эту воду можно тыкнуть?
Никто ее не Я не- хочет. Никто ее не хочет купить. Заразы такие. Я же не рискую рыбу покупать. Не Черт его она знает, как опять. эта чума распространяется. О, она, наверное. Ну, Слыхала что-нибудь интересное о последних событиях в нелюдском квартале? Честные женщины такими вещами не интересуются. и все. У меня есть проблема. Говори свободно. Твоя тайна умрет вместе со мной. У тебя красивая улыбка. Это очень мило с твоей стороны, но ты же говорил про проблему. Ты мне не доверяешь? Ты не слышала о том, что в городе... Да, говорят, что это сам Белый Волк. И... Так. Ну, насколько... Откуда? Мы с ним... Подожди, а подарок? Что бы ты хотел? Ты не слышала? Да, говорят. Но насколько я знаю... Министрель Лютик. Это уже что-то другое пошло. И что же говорит Лютик? Что этот ведьмак мог 1000 раз поселиться где-нибудь с нормальной девицей, но они ему не интересны. Этот ведьмак западает только на девушек с какими-нибудь проблемами или вообще на ненормальных. Как интересно. Интересно, Более того, действительно. он и с ненормальными уже намучился. Вот даже так. Ты побледнел. Ты в порядке? Он в шоке просто. Прям вообще. Ты не слышала о том... Да, говорят, что это... Но насколько я знаю... Если бы ты был покрасивее... Тяжело, соответ. Что ты? Я Они мне не... Так вот, наконец-то. Платье, драгоценный камень. А кольцо не подойдет, что ли? Драгоцен. Спрячь это. Серьезно, блин? Зачем я его покупал тогда? Платье или драгоценный камень? Ты какая привереда. Как она могла так... Действительно, а как она могла так со мной поступить? Вот игра даже за меня говорит. Драгоценного камня тут нет, есть только шаль за 200 или за 50. Нет, это платок. А платок сойдет как платье. И перчатки. Давай протестируй. Блин, трачу деньги ради какой-то карточки. И то не факт. Прости. Ты не... Но насколько... Откуда ты? Мы с ним... Так, теперь опять попробуй словить этот исход. Да. Но нас... Министрель... Лютик, как ты говоришь, сам тот еще бабник. Ну он же еще и поэт. Все его знают. Такие люди не лгут. Ты права, они не лгут. Они только слегка преувеличивают истину. Он выглядел так искренне. А вот в этом я тоже сомневаюсь. Что бы ты хотел узнать? Ты не... Да. Но нас... Министрель... И как? Да, елки-палки. Не... Да. Но нас... Откуда? Мы с ним добрые. Да какие друзья, где этот вариант долбанный? Ты не... Да. Говорят... Но нас... Тяжело, Что ты? Я... О, наконец-то. Например... Платье. Больше всего на свете я хочу новые перчатки. Я тебя сейчас обматюкаю, блин. Платье, какие перчатки? Платье, там было написано. Платье. На рынке, говорят, карантин будет длиться до тех пор... Как я должен был выбрать один платок, шаль, перчатки? Что из этого считается как платье, что не считается? Это все ради карточки, кошмар. И теперь эти ублюдки... Белье у соседей насквозь промокло. Хи-хи-хи. Какая противная бабка, она радуется этому. Ишь ты. Что бы ты хотел? Так. Ты не... Давай быстро. Тяжело. Я... О, спасибо, что быстро. Отлично. Хоть тут не пришлось полчаса сидеть. На твои перчатки долбаные.
Это очень мило с твоей стороны, ведьмак. Рад, что тебе нравится. Давай к делу. А теперь пора узнать всю правду о Белом Волке. Пора узнать. Идем со мной. Пошли. Осуждаем. Очень сильно. Это все ради карточки. Ты не слышал, что у тебя в чате появилась писюля? Да и не одна. Не надо поливать. Даже целых две. У тебя нет знакомого мага, Прости. который Муж мне не разрешает разговаривать. Конечно, слышал. Все я слышал. И видел. Так, тут еще мы не были. Книжка эту мы читали уже. Опять куча еды насобирается сейчас. Эльфийка, сейчас поговорим. Как интересно, мы должны научиться терпеть их, если они совершенно Хватит. не терпят нас. Это терпеть. На месте Вивальди я сделал бы все, чтобы уничтожить этот город. Ты чё такой злой? Ужасные времена. Я слышал, что она всегда была умницей. Я не сомневаюсь. Сосуществование! В жопу все существование. Чего тебе здесь надо, человек? Я осматриваю окрестности. С кем тут имеет смысл поговорить? С Вивальди. Но я не думаю, что он будет с тобой разговаривать. А мы уже. Почему? Вивальди ненавидит людей и этот город. Да я у него даже книги Поверь купил. мне, на то есть причины. Дружбан теперь наш. На месте Вивальди... Что ты понимаешь? По ночам приходят, если поймают тех гадных, которые на нас по ночам нашего брата мордуют. Ноги из задницы повыдернут. Теперь мы им покажем. Во святому кресту. Покажем. Эльфы и краснолюды живут под одной крышей. Ужас! Эти недоверки грязнее свиней. Ужас. Эльфы и краснолюды. Странно, я думал, это с тобой можно поговорить, но, видать, с другой эльфийкой, которая должна была быть в этом доме. Может, стой. А ну стоять, не двигаться. Дождь собирался. Кажется, дождь начинается. Так, надо с садовником Не побазарить. знаю, что и сказать. Эльфы и краснолюды. Нет, это тоже не эта эльфийка. Ой, какой тебе насколько. Приветствую тебя, Белый. А это та самая бабка, которая ко мне Крепкий приставала. ты парень. Эх, была б я помоложе. Привет. И что тогда? Была бы еще одна карточка мне? Громче, дорогой, я плохо слышу. Я ведь всего лишь старуха, сынок. Но вот есть у меня внучка. О, видел бы ты ее, сынок. Щечки румяные, коса до пояса, ну, словно яблочки наливные. Похоже, она красавица, бабушка. О, да, милок, она подает на стол в таверне. Я за нее очень волнуюсь. Ей ведь приходится каждый вечер одной в деревню возвращаться. Ну, хватит об этом. Мы уже виделись. Что ж тебе понадобилось от старухи? Бабуль, а что здесь интересного происходит? Откуда ж об этом знать, глупой Там талер на старухе? фоне прется, Ну, кое-что все который же должен мне почти происходит. 400 уренов. Хорошо, я внимательно слушаю. Да все то же, что и всегда. Домовые в молоко мочатся, волки по ночам воют, нетопыри девок кусают. Такие вещи никогда не меняются. Что ж ты сегодня такая молчаливая, бабушка? За эти годы я уж так наговорилась, что у меня в горле пересохло. Вот и молчаливая поэтому. О, у меня там столько воды. Столько воды. Что ты о себе возомнил? Никто не хочет моей воды. Что? Говори громче, я стара и плохо слышу. Никто не хочет воды этой долбаной. Что ж ты сегодня так... За эти... Что мне тебе дать? Пивка, что ли? Винишко? Водяры?
Чувствуешь ты силу? Понятно. Понял. Пиво у меня забрала, а ничего не сказала. Не понял. Может, ей молока какого надо. Бабулина настойка, кстати. Что ты о себе возомнил? Ой, какой Ой, я о себе возомнил. обаятельный. Не желаешь меня приласкать, красавчик? Бабуля, уйди. Уйди. С глаза долой. Колет в груди. Так, надо будет запомнить. Ты Что это странный. надо молоко какое-то или что? Ну это то же самое. Типа. Смотри, как они красиво растут. Пивка для рывка. Действительно. Замечательно, но меня больше интересуют мечи. Серебряные. А я знал, что кто-то из вас рано или поздно придет. Ты проиграл его в кости, так ведь? Я был совершенно уверен, что выиграю. Берегись того шулера, он крепко играет. Рассказывай, где ты добыл этот меч? 5 лет назад была большая драка под Бренной, недалеко отсюда. Коротко говоря, наши показали нильфгардцам, где раки зимуют. Только поэтому мы до сих пор не считаемся провинцией империи. Так ты захватил меч во время битвы? Точно. Он принадлежал ведьмаку Кайону. И я с ним повстречался во время войны. Отличный парень, мало таких. Только не слишком разговорчивый такой. Как и большинство из нас. Я ему дал слово, что меч попадет в руки другого ведьмака. Когда он лежал и помирал, все шептал что-то про зубы и предназначение. Единственный из всех, кого я знал, смеялся над собственной смертью. А ты проиграл его в карты? Я его хранил 5 лет. Я уж надежду потерял, что смогу вернуть его кому-то из вашей гильдии. Если хочешь еще чего узнать, Шани тоже его видела. Шани. Кайона. Теперь она в госпитале Это работает. оскорбление. Спасибо за помощь. Какая Шани? Удачи тебе на пути. Счастливо оставаться. Наказание Божье — это дождь. Так, быстренько сгоняем в таверну. Кинем эту долбаную воду, которую никто не хочет Еще покупать. не видно из-за этого дождя. Сколько там времени? 5 вечера. Я тебе морду разобью. Так, мне бы. Коровье молочко. Для бабули. Вряд ли там вино какое-то или медовуха дойдет. Вряд ли. Я думаю. По идее. Может, какой-то конкретный напиток надо было тому могильщику принести. Как вариант тоже. Это все нужное. Погнали опять к этой бабке.
Говорят, боги послали эту погоду. Ой, какой обаятельный. Призрачный Вот это зверь лень. вершит Ох уж эти отмщение. бабульки. Ну, что не хочешь говорить? Может и так. Это ты, Мурка? Не та. Вот ты. Ты. Угу. Что ж ты... За это... Что ты о себе возомнил? А ей что, серьезно вина какого-то надо? Или что, блин? Бабуля, ну не наглей. Это ты, Мурка? Не, это не Мурка. Проход Я иду внутри, зара... Прощай. Лицо какое-то надо еще, блин. Ну так что... Я ничего нового. Зачем я это молоко тогда купил? Дай пройти. Принесла нелегкая. Принесла, да. С этим, что ли, еще поговорить? Прощай. Нет, ничего нового. Так, ладно. Дом с привидениями раз. Девочка опасности какая-то, так и не понял какая. Что девочка опасности? А, это ночью. Понял, что за девочка опасности. Ночью надо будет сюда сходить, в эти 3 места. Шани не поговорили еще. Идем в дом с привидениями тогда. Мне не придется сад поливать. Дороги размокнут. Лучше не ходи в квартал нелюдей. Кажется, я оставила дверь на улице. Забираем молоко. Блин, давайте попробуем вишневую настойку, что ли, дать. Иновый сок, блин. Все попробуем. Черные нас не победили. Какой ты огромный и страшный. Принесла нелегкая. Отвали отсюда. Что ж ты... Что ж Не, ты... это не смешно. Я бы тоже не отказался выпить. Но ответь мне еще на один вопрос, бабуль. Что? Что ж ты... Смотри, вишневая настойка пропала, но она мне так и ни на что и не ответила. Что ты о себе Иди возомнил? ты в баню, короче, бабка. Надоело красть у меня то, что я ей предлагаю, и в ответ ничего так и не говорить. Монетки не найдется. Все нечестно. Это ты? Так, нам вот сюда. Ух ты ж, елки-палки. Гравейры. Ну, Геральт, может, ударишь хоть кого-то, алло. Я вас понял. Я вас понял. Гравейры, еще и столько штук. Это вам не хухры-мухры. Надо по одному. На лестнице постоим. Сжечь! -1, следующий.
Сжечь. Второй есть. Следующий. Так, на лестницу, на лестницу. Я сказал на лестницу, Геральт. Не борзеем. Сжечь. Последний. А чё такой жирный? Я хоть правильным мечом бьюсь? Вроде правильно. Вот так-то лучше. Сохранится. Гравейры, кстати, тоже вроде пострашнее сделаны этим модом. Или это не тот дом с привидениями? И вроде тот. Да, где этот тип? Или это не тот дом, это тот, который там возле дома могилы? Может быть, я с ним перепутал. Может быть. Что? Говори громко. Так, последняя попытка с бабкой. Она пропала. Прекрасно. Куда побежала? Чего уставился? Не она. Я оставила белье на улице. Жизнь наша тяжелая. Теперь еще ее и не найти. Да пусть этот город совсем утонет. Ой, ладно. Опа, Шани. Сначала мне нужно подумать. Поговорим позже. Ой, сначала ей нужно подумать. Что тебе думать? Мы с тобой не видели столько времени. Ей нужно подумать. Говорят, тут объявился За всеми похититель. горестями. Прекрасный. Черные нас не победили. То дождь, то морось. Ой, какой обаяние. Ничего не знаю. Только бабок и все не те. А вот этот дом. Не лгут ли мне мои глаза? Еще один слабоумный искатель сокровищ. Ловушка. Мне следовало догадаться. Друзья мои, еще один жирный гусь, которого можно ощипать. Быстро, ко мне! С эльфийкой разберемся потом. А вот где-то Мне интересно только одно. Что? Каким надо быть идиотом, чтобы нанять ведьмака для собственного убийства? Вот и все. Благодарю тебя за спасение, Ватгерн. Они... Вы в порядке? Я не стану об этом говорить. Они умерли. Это куда важнее. Нтедике эн. Тарде. Я плохо знаю ваш язык. Пожалуйста, приходи ко мне домой. До встречи. Вафайл. Приду. Ключ. Да продадим. Для чего этот ключ? Интересно.
Может, у него там в доме что-то было запертое. Причем я не помню. Когда кончится этот дом? Не, нету. А чего этот ключ, фиг его знает. Подайте хоть кусок хлеба, господин. Нет смысла проклинать небеса. Когда кончится этот дождь? Чем? Могу. Не. Пока. Что? Что он сказал? Чем? Могу я купить? Нет. Пока. А, то есть я уже не друг. Не друг для ордена. Ну и ладно. А что я такого сделал? За всеми... Помог эльфийке, что ли, вот этой только что? Это грубо тогда и жестоко, между прочим. Сэр. чума убьет всех нас. Зато сад не надо поливать. Зато да. Опять Золтан шляется. Так, вот тут эта эльфийка. Эльфы и краснолюды живут... Не это, вот это. Киадмил, Ватгерн. Приветствую. К сожалению, я не силен в старшей речи. Жаль, Белый Волк. По мне, так ваш язык по сравнению с нашим, что каменный топор по сравнению с прекрасной Виролиданкой. Не выйдет ни палестра, ни лунный выпад. Нереально. Ты научишь меня? Учеба требует времени. Юный способный разум может овладеть старшей речью за несколько лет, но вот чтобы палестра... Некоторое время назад я потерял память. Возможно, когда-то я знал старшую речь. Если это так, вполне вероятно, что тебе не придется учить ее заново. Я буду говорить по-эльфийски. Мне кажется, ты должен понять, что я говорю. Давай попробуем. Эссе феайнвед. Ни слова не понял. Ты Фяйнвет, дитя солнца. Феаине означает солнце. Вет — дитя. Мекаема из Айвон и Понт Ар Гвенелен. Живешь под мостом, что? Вот тут я уже без понятия. Не помню вообще, сколько раз проходил это место, и помню, что я конкретно тут отвечаю. Вы правильно было. Хотя мы и сохранились, все равно пофиг. Ух, ты живешь под мостом? Ватгерн. Ты родом из страны Живешь под мостом. алебастровых мостов. Энкамине. Абайтме. Гвинблейд. Ты права. Энкамине немного любви. Час конца Теддейреатх. Абайт. Ух ты, внезапно новая карточка, я и про нее я тоже забыл, осуждаем еще раз. Это хорошо, вот это неплохо. Мы собираем коллекцию, между прочим. Хотя, мне кажется, я уже где-то пропустил все-таки. Как минимум в прошлой главе, наверное. Или может нет. Или может даже все собрал, Может, хотя вряд ли. Встретимся в другое время. Может быть, встретимся. Так, куда нам дальше? Что нам еще там надо сделать по квестам? То я уже не знаю, куда идти, что нам еще надо. Задание. Поговорить с Шани, это понятно, да. Следы.
Ночью у нас есть два квеста ночью. Это помочь подружками этой, Кармен, и в дом ночью зайти, там, где Винсент нам говорил не ходить. Ну и на дамбу мы уже в следующий раз пойдем. Я так понял, мы по-любому не успеем за сегодняшний стрим пройти всю главу. Так что в следующий стрим мы будем там, наверное, по болотам шляться. Вторую половину этой главы допроходить. Так что давайте-ка подождем ночи реально. Это уже вечереет. А где бы подождать? О, походу, кстати, Шани возвращалась из лечебницы домой, так что давайте к Шане еще заглянем, поговорим с ней, как раз подождем ночи у нее, сходим на эти квесты. И уже после этих квестов, наверное, будем, возможно, закругляться. Бабуля? Что за времена настали? Ой, и не говори. Конец уж видно близко. Раз уж такие, как ты, по земле ходят, то точно. Не принимай близко к сердцу ничего личного. Я пришел к Шане. Белый хлад приходит, костями чую. Ну что ты-то знаешь, сынок? Ты-то не знаешь, каково это — жить в холодном доме на старости лет. Это намек, чтобы подарить ей какую-то одежду? Или что-то покрепче? Наверх, мой что-то принц, покрепче. иди наверх. Я думал, первый вариант, но нет. Что-то покрепче все-таки. Кушать и бабки. Походу, той первой бабке тоже надо было винишко предложить или водку даже. А не всякие кольца, всякие молоко, вода. Это все как-то нище. Геральт, как ты меня нашел? Ты же сказала, что остаешься в Изиме. Да, точно. Я работаю в лечебнице. По уши в работе. Я не хотел тебе мешать. Как ты пробрался мимо старой корги? Что, ты имеешь в виду эту милую старушку внизу? Милую старушку? Да она превратила мою жизнь в ад. Девочки в твоем возрасте должны быть замужем, сидеть дома, штопать носки своим добропорядочным мужьям. Без сомнений, именно так она и думает. Ну ты хотя бы платишь мало, надеюсь. Ну, по крайней мере, плачу мало. Доктора в Тимерии получают гроши. Большинство разъехалось. А ты осталась. Надо же было кому-то остаться. Ладно. Да? Привет, Шани. Привет, Шани. Я хочу с тобой поговорить. Ну, не видеть. Конечно, в чем дело? Иногда мне снится битва при Бренне. Резня. Наша палатка, кровь, крики. Одно и то же. И каждый раз иначе. Ужасно. И знаешь, что хуже всего? Я просыпаюсь отдохнувшей, и меня все это не беспокоит. Кажется, я привыкла к страданиям, как будто что-то внутри сломалось, понимаешь? Понимаю. Спасибо, Геральт. Хорошо иногда поделиться с кем-нибудь своими мыслями. Не стоит благодарности. Моя старая знакомая. Затея к Шане в лечебницу. Да? Ну, это когда мы кольцо получим какое-то. Привет, Шани. Еще раз привет. Извини, у меня важные дела. Поговорим в другой раз. Отшил. Прям вот так наглую отшил. Ну и Геральт, ну и да. У меня есть проблема. Да? Я слышал, что ты видела Коэна. Да? А откуда ты знаешь? Я нашел его меч. Я только знаю, что он умер во время битвы при Бренне, на моем операционном столе. Ты была медиком при Бренне? Я работала вместе с хирургом по имени Русти, лучший доктор, которого я знала. Ты его знала? Он умер, когда началась эпидемия чумы Катрионы в Мариборе. Он был низушком, но оперировал как бог. И казалось, что все настолько просто. Красное к красному, желтое к желтому, белое к белому, и все будет в порядке. Ах, ты все равно не поймешь. Извини, Шани, я его не знал. Можешь что-нибудь сказать про этот меч? Нет, но сходи к краснолюду по имени Золтан Хивай. Он знает о мечах все. Золтан. Опять Золтан.
В итоге все скатывается опять к Золтану. Так, переночуем. Мы, кстати, давно не прокачивались. У нас всего 3 навыка. Это что за жлобство, я не понимаю. Да, все навыки пропали. Сколько времени прошло, опять-таки. Отражение удара. Отражение удара. Все прокачано, все. Арты Игнита тоже все прокачано. Нет, не все. Вот теперь все тогда. Нету спирта, чтобы создать что-то. Ну, ладно. Так, идем помогать девочкам, а потом к Винсенту. Еще собак. Не забыть, если получится заодно. Вот первое. Отвали, приятель! Нет. Оставь даму в покое. Пожалел шлюху? А прежде чем уйдешь, извинись за свои дурные манеры. У тебя крыша поехала, дед долбаный. Беги, пока я тебя не прирезал. Это кто тут, а дед долбанный? Пойди к капитану Винсенту. Скажи ему, что ты преступник и негодяй. Вынимай меч, бродяга. Я не убиваю безоружных. Ты не использовал свой шанс. Вперед! Сдохни, ублюдок! Вперед! Сжечь дотла. Один там бегает, горит. С криками, наверное, я горю, я горю. Эй, не надо меня оглушать. Я же сказал, не надо. Понятно. Не надо мне такого исхода. Уж извольте. Так, кстати, стрим идет 3 часика уже, значит, реально после всех этих дел будем закругляться. Я тебя убью. Отвали. У тебя... Вы... Вперед. А чё вас так вы резко много стало? Не понял, вас было меньше. Гори. Гори в аду. Ты труп. Нет, ты труп. О, а вот и физштих. Вот и он начал выпадать нам. Собака, кстати. Собака, ничего личного. Ничего личного, собака. Кушаем булочку. Вернемся еще раз. Вали отсюда. У меня дела. Отвали, или я прирежу тебя, как пса. Испытай удачу. Схватить его. Я тебя убью. Налетай.
смеешь бросать вызов саламандрам? Я смею всю. Так, это вторая группка. Так, еще собачка. В этом городе мой лучший друг — водка. Хороший друг. В скобочках. Еще сало. Так, хотел заглянуть в кузнецу, чтобы продать одну штуку. А, они спят. Блин, ладно, утром вернусь. Вижу третью толпу. Кто там в темноте? Дайте мне спокойно дожить. Энергию устанавливает. Блин. Эй ты, отвали! Это очень невежливо. Уйди, пока Очень. есть возможность. Эта женщина со мной. Значит, ты умрешь. Ты смеешь бросать вызов саламандрам? Ах ты, Минус голова. сын эльфийской шлюхи! Полностью с вами согласен. Новый уровень. Ты смотри, как красиво голова отлетела. Прям такой кровавый след. Эпично. Теперь к Винсенту. Кстати, Зигфрид. Этот все пытается своей рекламой меня завлечь. Не получится у тебя. Собака. Ничего личного, повторюсь. Это наша территория, вали. Заперто? В смысле? Еще рано или уже поздно? Или мне сюда? Не, мне не сюда, мне в тот дом определенно. Просто может еще рано. Еще не полностью это. Давайте тогда сюда зайдем, этой квест дадим, если получится. Получится. Ты вернулся? Спасибо за помощь. Теперь они оставят нас в покое. Итак, вы теперь сами по себе. Ты что, свихнулся? Нет, кое-какие местные ребята о нас позаботятся. Просто они не могли справиться с этими уродами, так что мы делали, что могли. Понятно. Что же это будет? У нас есть 200 оренов для тебя, если ты не захочешь получить награду другим способом. Мы собираем карточки. Я не материалист. В хорошей книге написано, что никакое доброе дело не останется без награды. Ты нам очень помог, и теперь каждая девочка на улице города будет об этом знать. У нас, шлюх, есть своя честь и свои способы выказывать нашу благодарность. Прекрасно. Ты очень особенный, тебя ни с кем не перепутаешь. Но в городе полно обманщиков, которые попробуют выдать себя за тебя, так что давай договоримся, что ты будешь приносить девочкам цветы, если у них возникнут сомнения. И так они узнают, что я — это я. Конечно, это верный знак. За все годы я никогда даже не слышала о том, чтобы клиент подарил шлюхе цветы. До встречи. Ну, блин, я думал, получим карточку прям от нее лично. Это просто скидка, типа, которая мне даже не знаю, пригодится ли. Теперь, когда мы уже получили карточку от
обычный на улице. И это не одноразовые акции. Еще разные карточки будут, хотя вряд ли. Я бы сама заплатила, только чтобы провести с тобой ночь. Пока. Конфетка. Так, уже полночь. О, время пришло. Ивет и профессор исчезли, но лучше синица в руках, чем журавль в небе. Кем он себя возомнил? Кто это? Мы не об этом договаривались, легавый. Расслабься, это всего лишь ведьмак. Ты ведь знаешь, что ведьмаки — големы. Своей воли нет, выполняют приказы быстро и точно, и не жалуются. Правда, Геральт? Да, конечно. Конечно. Видишь, бояться нечего. Ты тоже пришел не совсем один. А теперь сделка. Я ему не доверяю. Слышал, он чертов убийца, зарезал дюжину наших людей. Только давай не будем играть в игру, кто кого убил. Это в прошлом. А нас интересует будущее. Твое будущее, которое будет отнюдь нерадостным, если Евет узнает, что ты его обманул. А он точно узнает, если ты не начнешь говорить. Ты блефуешь. Не пугай меня. Довольно. Где Евет? Где секреты ведьмаков? Говори, иначе я скормлю тебя крысам. Винсент, останови его! Я ничего не знаю. Я был помощником у бухгалтера, у Саламандр. Евет мне больше не доверяет. Я не знаю, где он и что он задумывает. Профессор? Я не знаю. Уехал. Чушь. Нужно тебя вдохновить. Ты обещал мне защиту в обмен на признание. Я клянусь могилой матери, я ничего не знаю. Останови его! Ты ведь страж закона, это убийство, а ты будешь просто стоять и смотреть? Нет, я пойду, пожалуй. К Вот и тому же правильно. я знаю, что ты имеешь отношение к убийству семьи Раймонда. Ведьмак, сделай это побыстрее. Сдохни, ублюдок! Окей. Сжечь всех нахрен. Еще раз. Красиво горите. Вот и все. Денежка. Подхилимся. Больше тут ничего нет. А выход где? Пустите меня. Такс, окей. Что там дальше у нас? По квесту важный свидетель. Юзу Фиштех. А, это охраннику. В тюрьму отнести. На дамбу сходить. Шани в лечебницу это потом. С Золтаном поговорить. Ну, давайте еще в тюрьму сгоняем. Там с Винсентом поговорим. И этому Фиштех несем. Проклятие!
Там, за углом, там кто-то есть. Господи, Надеюсь, они оба тут. Нет, только Юз. Блин, ну ладно. Кстати, еще одно хранилище. Жалко, оно не копируется с тем. Ну ладно. Так, у меня для тебя что-то есть. А, вот оно. От хорошего физштеха я никогда не отказываюсь. А ты мне тогда что? У кого вы конфисковали ведьмачий меч? Тайлер — скупщик краденого. Он иногда сюда приходит. Надо же ему как-то зарабатывать на жизнь. Честно говоря, мы с ним неплохо ладим. Перед тем, как мы выпустили профессора, Тайлер и Винсент разговаривали во дворе. Скупщик краденого разговаривал с Винсентом перед тем, как я спустился в канализацию. Подозрительно. Это явно непростое совпадение. И где мне искать этого Тайлера? Я отмечу тебе место на карте. Но не убивай его. Нам с ним еще дела вести. Расскажи мне про этого пленника, Саламандру. Но... я почти ничего не знаю. Хотя бы скажи, где он. Наверное, я могу тебе сказать. Его отвезли в лечебницу Лебеды. Спасибо. Лучше бы тебе когда-нибудь покончить с этой привычкой. Может быть, но явно не сегодня, ведьмак. До встречи. Все, теперь я могу спокойно идти. Правда, еще бы с Винсентом поговорить в идеале, но это уже до утра придется ждать. Опять сюда переться потом. Короче, будет чем заняться в следующий раз. На следующем стриме. Ну так... А, с тобой ничего нового? Ну ладно. Ну хотя бы вот эту хрень продам тебе. Всего 10 она стоила, серьезно. Ой, как это было невыгодно. Капец, как невыгодно. Ты еще не спишь? Я думал, ты уже ушла спать. Так, еще одна собака. Стоять. Ничего личного. Ничего личного. Вообще ничего личного. Вижу еще одну. А там 10 надо было или сколько? Где этот долбанный контракт? 6. У меня уже 5. Во, последняя собака. Все. Это для могильщика вроде бы. Идем к Золтану, он вроде как ночует у Вивальди, там и я вроде могу поночевать. Раз своих зайцев. В жопу сосуществования! Согласен. Так, я мимо пробежал. Нет? Золтан не тут спит? Как так-то? Что привел? Да я что ли посплю хотя бы. Новые таланты.
Так. Когда мне уже серебряные будут выдавать таланты? Дальняя атака открылась нам. Нормально. Серебряница или серебряница. Нет, это масло, то есть собачье сало надо. Не. И это тоже не буду тратить. До утра. Золтана все еще нет. Когда надо, Золтана нигде не найти. Да не надо, он постоянно за мной по пятам где-то шлялся. Низкие домишки, грязные улицы. Так, опять к Винсенту, что ли, сгонять? Раз уж уже утро у нас. За всеми горестями У этого тебя города. нет знакомого мага, который... Это ты, Ой, какой обаятельный. Ох, Золтан. Говори, что у тебя на уме? Кто из жителей храмового квартала в Изиме самый богатый? Ты ведь должен это знать. Раньше был Вивальди, а теперь определенно Деклан Леоварден. Да этот торговец, можно сказать, золотом какает. Чудесное выражение. Чудесное. Спасибо за информацию. Говори, что у тебя на уме? Хорошее Ты сравнение. можешь что-нибудь рассказать мне о моем серебряном мече? Откуда мне знать такие вещи? Я всего лишь простой краснолюд. У какие глаза? Шани сказал, Как что ты выпучил разбираешься в сразу. оружии, как никто другой. Ладно, посмотрим, что у нас здесь такое. Сердечник должно быть стальной. Лезвие покрыто серебром. Рукоять выполнена так, чтобы держать меч двумя руками. Приличная работа, хотя и далека от совершенства. А вот в рунах я ни хрена не понимаю. Спасибо. Нет проблем. Пока. Идет. У тебя нет знакомого О, мага, получена руна который земли. мог бы вернуть Откуда, интересно? молодость? Или хотя бы сделал... Ой, какой обаятельный. Какой обаятельный. Эта бабка меня преследует. Когда уже карточка Золтана? Из чего захотели? Белок на виселицу! Милздарь, не расскажешь мне, что происходит? Всяк, кто содействует, Опять торгует золото. или оказывает медицинскую помощь оным сукиным детям или любым иным способом творит измену против королевства, будет предан в руки палача и окончит свою жалкую жизнь на виселице. Очень интересно. Винсент. Золтан меня преследует. Это прям вообще уже... Давно мы это поняли. Куда я, туда и он. И наоборот Как тоже. все прошло на складе после того, как я ушел? Быстро. Хорошо. Не будем к этому возвращаться. Признаюсь, я надеялся на большее. Ну что ж, на несколько бандитов меньше. Это был последний раз, когда ты так меня использовал. Я тебе не мститель какой-нибудь. У меня не было выбора, поверь мне. Это больше не повторится, даю тебе слово. Я так понял, ты хочешь продолжить расследование? У меня нет выбора. Официально я тебе ничем помочь не могу, но и мешать не буду, и с радостью выслушаю все, что ты раскопаешь. Я хочу поговорить с тобой про Саламандр. Не обещаю, что что-нибудь тебе скажу. Кто-то рассказал Саламандрам о моем контракте на Кокатрикса. И что ты думаешь? Наверное, профессор. После того, как вы его выпустили. У меня нет на тебя времени, ведьмак. Разговор окончен. Ты выпустил профессора из тюрьмы. За него внесли залог. Таков закон.
Ну тут как бы и то, и то. Ну ладно. Я понимаю. Закон для того, чтобы его исполнять. Ну, конечно, да. Ты Аж снял смешно своих людей слышать. с наблюдения за саламандрами. Если я не обсуждаю это с тобой, это не значит, что мы закрыли дело. Может быть, поговоришь со мной? А я что делаю? Но это конфиденциальная информация. Разговор окончен. Что ты делаешь Такой по себе ночам? разговор. Встречаешься со своим боссом Азаром Еведом. Ты что, головой ударился, ведьмак? Почему я не могу проводить ночи в купеческом квартале? А откуда у тебя на это деньги? Не нужно много денег, чтобы ночевать в купеческом квартале. Есть ведь еще и друзья. Богатые друзья. Доказательств у меня нет, так что я подожду принимать какое-либо решение. Гора родила мышь. Какое сложное расследование. Какие потрясающие результаты. Вот что бывает, когда любители берутся за серьезную работу. Ну, по крайней мере, у тебя были благородные намерения. Если найдешь настоящие улики, приходи. Я дам тебе пару полезных советов. А я из-за этого сюда и пришел, блин. Ты посмотри, опять Золтан сюда идет. Он меня преследует, мне уже страшно становится, Да, реально. ведьмак. Прощай. Мы пока говорили, он уже успел куда-то сходить и обратно вернулся. Пора за мной ходить. В этом городе даже выпить негде. Так, вопрос. Какое мне нафиг надо кольцо, чтобы попасть в эту лечебницу? Я думал, Винсент мне даст какое-то кольцо. За то, что мы ему помогли, но ничего он мне не дал. Что тогда? Как мне туда попадать? Так, еще раз смотрим. Сефироты, понятно. Кирпич, понятно. Это уже не сработает. А не лечебница, ну это да, ну блин. Могильщику сдать квест надо будет, это уже в следующий раз, наверное. Лечебница, все сходится на лечебнице. Там кольцо надо. Ну либо подкупить его, но это дорого, наверное, будет. Проход. Я иду внутри. Блин. Прощай. За что же это кольцо дают? Я нифига не помню. Ой, какой обаятельный. Ай, ладно, давайте к могильщику все-таки сходим. Мы еще на кладбище не были, на дамбу не ходили, на болото там, понятное дело, тоже. Но именно в этом городе я посмотрю, что у нас еще осталось. Осталась в основном лечебница только. Что? Я пришел. Да? У меня тут 6 кувшинов собачьего сала. Все больше и больше этих шавок. Я салом дерево натираю для гробов. Вот твои деньги. Прощай. Ты мне еще не открыл ворота? Не открыл, мерзавец. Как их открывать, я тоже нифига не помню. Может, что-то ему подарить надо, но я вроде дарил, и ничего это не дало. И что-то конкретное. Кто ж его знает. Еще во вариантик сходить опять к Раймонду и на дамбу все-таки уже отправиться. Если меня туда пустят. Вроде должны. Нет, спасибо. Надо.
Внимательно. Я расспросил капитана стражи. Есть выводы? У меня недостаточно фактов. А в этом, ведьмак, и заключается расследование. Поиски фактов. Поспрашивай насчет Винсента и Саламандр. Расспроси всех, связанных с подозреваемым. Если найдешь что-нибудь интересное, спроси об этом подозреваемого. Его реакция тебе все расскажет. Как только у тебя будет четкая картинка, прижми его. А пока давай займемся другими зацепками. Надо изучить их все, неважно, насколько они незначительны. Они перевели пленника в лечебницу. Так даже лучше. Там меньше стражников. Они все равно будут следить за ним. Можешь поговорить с ними ночью, без свидетелей. Я подумаю. Может, ночью реально, но... Но не знаю, сработает ли. Внимательно тебя слушаю. Да. Ну все тогда. Милсталь, возьми меня в оруженосцы. Я тоже. Это ты, Всех Мука? этих нелюдей давно пора выгнать из города. О, пускают. Ну хоть куда-то меня пустили. Прощай. Ну... Новая территория дамба. Отлично. Вот давайте здесь мы и на сегодня закруглимся. В следующий раз начнем с исследования этой дамбы. Не знаю, пустят ли нас на болото. Если пустят, то мы еще и болото будем в следующий раз исследовать. И город тоже там до конца будем досматривать. Там лечебницу, кладбище. Постараемся открыть. И все вот это вот. Такой план. Три часа 40 минут. Ну, стандартно, нормально посидели. Все-таки реально, эта глава побольше, чем прошлая, и за один стрим мы не успели ее пройти. Но за два, надеюсь, успеем, а то будет еще немножко все не по плану, если и за второй стрим мы не успеем пройти. Но не смертельно все-таки. Ладно, на сегодня хватит. Всем спокойной ночи, всем удачи. Всем спасибо, кто смотрел или слушал, может, молча это стрима. В чате ничего не писал, кто активничал в чате, кто в записи, может, будет смотреть. Тем, кто ставил лайки или дизлайки на ютубе, всем тоже спасибо. До встречи на следующих стримах, на продолжениях Ведьмака или чего-то другого. Всем спокойной ночи еще раз и всем пока.